Рент был тупым авантюристом бронзового класса целую вечность. Он обычно просыпается рано, как и я, и все бедные люди, которым нужно работать. И все же, несмотря на то, что у него есть работа мечты, все, что он может делать, это выполнять простые задания. Это потому, что гильдия авантюристов присваивает ранги своим миссиям, чтобы избежать ненужных смертей. Просматривая текущие миссии, Рент понимает, что все они в значительной степени являются мусором. Поэтому он решает исследовать лабиринт. Однако, несмотря на то, что лабиринт пуст, потому что все уже его очистили, Рент удивляется, когда видит секретный проход. Он воодушевляется, думая, что сможет сообщить об этом открытии гильдии и разбогатеть. Однако это жалкое подобие человека решает исследовать его в надежде найти сокровища. Ему удается проникнуть в комнату, где он видит огромного дракона. Он думает, что это величайший вид монстров, и согласно легендам у них есть несколько форм, и эта форма соответствует программе тренировок Рока. Дракон начинает приближаться к нему, и Рент не может пошевелиться, иначе он обмочится. В конце концов, этот огромный дракон с двумя пастями откусывает огромный кусок от своего завтрака. Однако несколько часов спустя Рент умудряется встать, удивленный тем, что остался жив. Однако, когда он смотрит на свое отражение, он замечает, что стал еще более уродливым скелетом. После пережитого шока он задается вопросом, действительно ли он жив, пока не понимает, что превратился в немертвого монстра. Он подумывает о возвращении в город, потому что у него все еще сохранились человеческие воспоминания. Однако, если епископ или священник найдут его, они уничтожат его своей магией. Он понимает, что дракон пропал, и решает выбраться из комнаты, чтобы избежать возможного двойного убийства. Пока он идет, Рент объясняет, что никто не знает, откуда берутся лабиринты и как они работают. Они знают только, что по всему миру их много, и внутри них спрятаны сокровища. Рент подумывает о том, чтобы дождаться нового искателя приключений, который придет в этот лабиринт и попросит о помощи. Однако он всего лишь груда костей, которая не может говорить. Внезапно появляется еще один скелет и противостоит Ренту. Рент хочет победить его своим мечом, но понимает, что ему трудно двигать своим телом без каких-либо мышц. Он поднимает свой меч, чтобы ударить этого скелета, но в итоге отстает. Тем не менее, другой скелет также страдает от дефицита кальция, поскольку спотыкается после потери кости ноги. Рент понимает, что будет трудно справиться с монстром без техники владения мечом и мускулов. Затем он внезапно обнаруживает, что все еще может использовать духовную энергию для улучшения своих физических качеств, несмотря на то, что он не человек. С помощью этого усиления ему удается разрушить череп, и он видит, как куча костей светится от какого-то эльфийского порошка. Он обнаруживает, что только что восстановил духовную энергию, которую использовал, и вспоминает свой разговор со своей подругой Лоррейн. Она исследователь, которая сказала ему, что монстры могут эволюционировать в другие виды. В то время она упомянула, что скелеты иногда могут эволюционировать в упырей, назвав это экзистенциальной эволюцией. После этого воспоминания Рент думает, что если он сможет эволюционировать в упыря, то сможет вернуть себе немного плоти. Тогда он мог бы использовать какую-нибудь одежду, чтобы прикрыться и вернуться в город без каких-либо проблем. Поэтому Рента решает начать побеждать монстров в этом лабиринте, чтобы получить шанс эволюционировать. Ему быстро удается победить 5 скелетов и вернуть часть своей подвижности. Каждый раз, когда он побеждает врага, он получает исцеление, и это позволяет ему использовать свою духовную энергию в каждой битве. В поисках новых монстров он находит слизь. Несмотря на то, что он слабый монстр, есть только два способа победить его: пронзить его сердцевину или избивать до тех пор, пока она не может регенерировать. Ренту удается увернуться от атаки слизняка и нанести контрудар, однако он не ожидал, что попадет в ядро с первой попытки. Он решает сохранить волшебный камень и собирает слизистую жидкость, чтобы позже продать ее, так как она используется в косметике. Со временем Рент замечает, что, будучи нежитью, ему не нужно ни спать, ни есть, что помогает ему сосредоточиться на борьбе за достижение своей эволюции. Однако похоже, что это занимает много времени. Тем не менее, ему удалось вернуть свои физические способности и снова использовать ману и божественную силу, несмотря на то, что он был нежитью. И все же он чувствует себя подавленным, потому что провел 10 лет в роли слабого искателя приключений и теперь мертв. Он один из редких искателей приключений, которые могут использовать духовную энергию, ману и божественную силу, но так как он мусор, то все они являются базовыми. Он хотел быть сильным и достичь своей цели, стать митральным классом, который является высшим классом искателей приключений. И все же он решил, что то, что он скелет, не помешает ему осуществить свою мечту. Он начинает уничтожать все больше монстров и понимает, что становится сильнее, чем когда был человеком. После победы над другим слизняком, Рент замечает, что его сила выглядит совсем по-другому. Внезапно его тело начинает меняться, появляются мышцы, волосы, кожа и даже глаза. Он понимает, что ему удалось превратиться в упыря, и теперь он может издавать звуки ртом. Он счастлив, что у него наконец-то есть немного плоти, обтягивающей его кости, несмотря
несмотря на то, что она довольно сухая. Однако это заставляет его осознать, что если он продолжит усердно работать, то, возможно, сможет стать нежитью высокого ранга, например, вампиром. Сначала он решает произнести несколько слов, но все, что у него выходит, это рев. После некоторой тренировки ему удается сказать привет и доброе утро, однако ему все еще нужно потренироваться, чтобы не походить на зомби. С тех пор, как Рент превратился в упыря, он теперь может усилить и свой меч. Он слышит лязг мечей на расстоянии и проверяет его. Эта девочка сражается со скелетообразными монстрами, но она выглядит измученной. Она наконец-то победила их. Она продвигается вглубь подземелья, а Рент наблюдает за ней. Он не узнает ее и думает, что она должно быть новичок. Она идет по коридору, а за ее спиной появляется скелет монстра. Она вступает с ним в бой, и Рент замечает, что у нее хорошая форма, но она слаба. Монстр-скелет хватает ее меч и прижимает к стене. У Рента нет другого выбора, кроме как вмешаться. Он выходит и кричит, чтобы привлечь внимание скелета, а скелет поворачивается к нему лицом. Рент надеялся, что девочка нападет на скелета сзади, но она была слишком ошеломлена, чтобы сделать это. Скелет пытается напасть на него, но Рент отбивается. Он пытается заговорить с ней, но она приходит в ужас от его вида. Он пытается представиться, но она велит ему держаться от нее подальше. Он бросает свой меч и поднимает руки, чтобы успокоить ее. Она замечает, что он не просто упырь, и Рент говорит ей, что он искатель приключений. Он говорит ей, что на самом деле умер, но каким-то образом все еще жив. Она благодарит его за то, что он спас ей жизнь, и он говорит ей, что ему пришлось это сделать, потому что искатели приключений заботятся друг о друге. Она все еще не доверяет ему, поэтому просит его не лишать ее жизни. Он уверяет ее, что не сделает этого, но ему нужно, чтобы она помогла ему раздобыть кое-какую одежду. Он говорит ей, что хочет вернуться в город, а она говорит, что могла бы купить ему халат, который скроет его тело. Он кладет на землю мешочек с монетами и просит ее оставить сдачу себе. Она подходит к нему, чтобы забрать мешочек, и представляется как Рена. Он ведет ее обратно ко входу в подземелье, и она говорит ему, что вернется за ним. Как правило, настоящий искатель приключений сообщает о местонахождении Гуля в гильдию для принятия немедленных мер. Но он не думает, что она предаст его. Рена возвращается в город и встречается с Шейлой, секретарем гильдии искателей приключений. Рена говорит ей, что многое произошло, и у нее есть к ней срочный вопрос. Тем временем Рента сражается с гигантским монстром. Монстр бросает в Рента несколько шариков, но тот уворачивается от них. Он замечает, что стал не только сильнее, но и его тело двигается так, как ему хочется. Он наносит удар по движущейся сердцевине монстра и легко уничтожает ее. Рент считает, что его боевая интуиция улучшилась после того, как он стал гулем. Внезапно он слышит голос Рены, зовущий его по имени. Когда он приближается к нему, она вытаскивает свой меч и делает несколько шагов назад, спрашивая его, Рент он или случайный гуль. Он говорит ей, что он Рент, и она успокаивается, говоря, что он стал лучше говорить. Он говорит ей, что практиковался, пока ее не было дома. Она показывает ему халат и отступает. Рент смотрит на нее, и она извиняется, говоря, что все еще немного напугана. Она говорит ему, что ей нужно больше времени, чтобы привыкнуть к нему, а он отвечает, что это нормально, что она так себя чувствует. Он поднимает халат и говорит Рине, что он идеален. Она говорит ему, что купила и другие вещи, которые, по ее мнению, могут ему понадобиться. Пару перчаток, обувь и немного бинтов. Она говорит ему, что купила все это, чтобы скрыть его руки и ноги от посторонних глаз. Рента считает, что Рена очень добрая, и это их утомляет. Ренте гораздо легче передвигаться в одежде, чем он думал. Хотя из-за капюшона его немного не видно, она держит перед ним зеркало, но он все равно считает, что слишком выделяется. Рина достает маску, упоминая, что была к этому готова. Маска волшебным образом прикрепляется к его лицу. Рина говорит ему, что он выглядит великолепно, но он пытается снять маску, но она не снимается. Он говорит ей, что не может ее снять, и она извиняется. Она говорит ему, что это было потрясающе дешево, а арендатор выясняет, что это проклятое место. Он пытается развеять это своей божественностью, но у него заканчивается энергия. Рена извиняется за то, что принесла ему проклятый предмет, но он говорит ей, что все в порядке, так как ему все равно приходится прятать свое лицо. Он говорит ей, что ему просто нужно нанять священника, чтобы снять проклятие. Рент подходит к ней и пытается успокоить, похлопывая по плечу, но ему кажется, что он может быть слишком навязчивым, и он отступает. Она схватила его за руку и сказала, что он хороший человек, и она его больше не боится. Она сказала ему, что теперь они могут вернуться в город и покинуть подземелье. Они прибывают в город, но Рент неохотно следует за Риной, потому что многие люди в городе знают его. Они поймут, что что-то не так, если он покажет им свое удостоверение личности у ворот. Она спрашивает его, могут ли они пройти через другие ворота, и он говорит ей, что есть те, которыми редко пользуются. Она говорит ему, что им лучше направиться к этим воротам. Охранники пропускают арендатора, и арендатор благодарит Рину. Рина отвлеклась на экипаж, и арендатор воспользовался этой возможностью, чтобы исчезнуть. Рина начала искать его, но он спрятался на крыше. Рент не хочет разрушать ее жизнь в гильдии, поэтому он решает держаться от нее подальше. Позже ночью Рент
Рент отправляется в дом в поисках кого-нибудь, кто мог бы ему помочь. Поскольку он не мог работать с Реной, ему пришлось найти кого-то, кто мог бы хранить секреты. Кто-то стучит в дверь, но никто не открывает, и он сам входит. Он видит, что Лоррейн спит на диване и пытается ее разбудить. Она просит его дать ей поспать подольше, но он угрожает уронить книгу ей на голову. Она садится и шокирована его странным видом. Она думает, что это просто маска, но он снимает перчатку, чтобы показать ей свою руку вампира. Лоррейн собирается отправить запрос в гильдию искателей приключений, как вдруг она слышит знакомый стук в дверь и понимает, что это арендная плата. Но арендная плата появляется не сразу, так что она понимает, что с ним должно быть что-то случилось, но она рада, что он жив. Она ложится на диван и притворяется спящей. Рент открывает дверь и подходит к дивану, чтобы разбудить ее. Она просит его дать ей еще немного поспать, но он угрожает разбудить ее самым жестоким образом. Она, наконец, открывает глаза, чтобы посмотреть на Рента, и понимает, что теперь он стал упырем. Рент рассказывает ей историю о том, что с ним случилось, но Лоррейн ему не верит. Она занималась исследованиями монстров и магии и никогда не сталкивалась со сценарием, в котором кто-то превращался в нежить после того, как его съедал дракон. Она спрашивает его, все еще ли дракон в лабиринте, и он говорит ей, что дракон, вероятно, уже ушел. У Лоррейн нет другого выбора, кроме как поверить в его историю из-за того, как он сейчас выглядит. Рент удивлен тем, насколько спокойно Лоррейн, увидев его тело вблизи, но ему кажется, что она будет относиться к нему скорее как к объекту исследования, чем как к другу. Лоррейн некоторое время ходит по комнате, размышляя, и внезапно спрашивает Рента, помнит ли он, кто он такой, теперь, когда он стал нежитью. Рент говорит ей, что у него все еще есть воспоминания и сознание о себе до того, как он стал нежитью, но это не меняет того факта, что он однажды потерял свою жизнь. Он говорит ей, что не очень уверен, что он все еще тот же человек, и она говорит ему, что именно так все и было. Арендная плата, которую она знает, ответила бы тем же. Хотя все еще трудно подтвердить, что это тот же самый человек, она говорит ему, что они побеспокоятся об этом позже. Она спрашивает его, что он планирует делать со своей жизнью, и он говорит ей, что хочет продолжать жить как искатель приключений. Он стремится достичь самого высокого ранга в гильдии, но он знает, что не может прийти в гильдию, выглядя как нежить. Лоррейн понимает, что ему нужно, чтобы она выполняла за него задания, и ему придется пожить у нее некоторое время. Она спрашивает его, не возражает ли он, и он отвечает, что не против. Но она просит его помочь ей с исследованиями. Она не хочет упустить возможность изучить предмет, который претерпел экзистенциальную эволюцию. Рента говорит ей, что он не против, если она не будет препарировать его. Она говорит ему, что она не Франкенштейн, но время от времени ей понадобится кусочек кожи. На следующий день, когда Лоррейн возвращается домой, Рент занимается какой-то работой по дому. Она говорит ему, что ходила в гильдию, и отдает ему деньги за слизистую жидкость и магические кристаллы, которые он получил в лабиринте. Брент думает, что ему переплатили за ресурсы, но она говорит ему, что они были хорошего качества и гильдия найдет им достойное применение. Он берет плату и говорит ей, что пойдет к печально известному кузнецу. Позже в тот же день Рент прогуливается по рыночному району, довольный, что его кошелек так набит. Когда он идет по улице, на него обращают внимание другие люди, которые делают покупки. Он замечает, что их взгляды прикованы к нему, и старается получше спрятать свое лицо. Наконец-то он приходит в кузницу, где его встречает администратор. Она замечает его наряд и немного удивляется. Арендатор приносит извинения за свой подозрительный взгляд. Она спрашивает его, чего он хочет, а он бросает свой меч на прилавок и говорит, что ему нужен новый. Она вынимает меч из ножен и осматривает его края. Она замечает, что с мечом хорошо обращались, но им злоупотребляли. Она спрашивает его, использует ли он магию или духовную энергию, и он говорит ей, что использует ману, магию духа и божественную магию. Она удивлена, что он трижды благословлен, потому что они очень редки. Она говорит ему, что есть еще только один клиент, который трижды благословлен, и просит ее сохранить это в тайне. Он дарит ей мешочек с монетами, спрашивая, хватит ли этого. Она говорит ему, что этого будет достаточно, но ему нужно заплатить только половину первого числа, а остаток выплатить после того, как меч будет готов. Но она предупреждает его, что ее муж перфекционист, и ему потребуется несколько дней, чтобы сделать меч. Она также говорит ему, что ее муж может позвонить ему несколько раз, чтобы узнать его мнение о том, как он хочет, чтобы выглядел его меч. Он говорит ей, что не возражает и что они могут связаться с ним, если свяжутся с домом Лоррейн. Тем временем Лоррейн сидит дома и читает книгу об упырях. Она узнает, какие блюда они предпочитают и как их готовят. Она также узнает, что упыри, обращенные другими могущественными монстрами, как правило, теряют память и человеческие эмоции. Она закрывает книгу, так как теперь знает, что случай Рента совершенно особенный. Она все еще не уверена, что он тот же самый человек, каким был до обращения, но он все еще кажется ей тем же Рентом, которого она всегда знала. Она вспомнила, как в детстве брала задания в гильдии. Какой-то мужчина остановил ее и узнал, что ее задание приведет ее в лес, расположенный далеко от города. Он предложил молодому Ренту бесплатно стать носильщиком ее стаи, чтобы он мог набраться опыта, так как он все еще был новичком. Они приезжают в лес, и Лоррейн ищет определенную траву, но
не может ее найти. Она задается вопросом, не ошиблись ли ее тексты с описанием задания. В то время мир казался Лоррейн скучным, и хотя она была самой молодой, кто получил звание великого доктора, это не означало, что она была права. Очень много для нее значу. Но этот титул позволил ей зарегистрироваться в качестве авантюристки серебряного ранга. После получения титула она быстро уехала в город Йорлин собирать травы, так как ей больше нечем было заняться. Она наконец-то нашла траву, которую искала, и тщательно собрала ее, чтобы сохранить ее полезность. Она упаковала ее и велела юному Ренту положить ее в свой рюкзак. Он принес ей пакет, и она с удивлением обнаружила, что он почти полон тех же трав, которые она так долго искала. Она спрашивает его, как ему удалось найти нужную траву и правильно собрать ее, но Рента отвлекается на что-то в лесу. Она бросает взгляд в ту сторону, куда смотрит он, и видит гоблина, вставляющего стрелу в свой лук. Юный Рент поднимает свой щит, чтобы защитить ее, и говорит ей использовать заклинание против гоблина. Она использует это заклинание, чтобы полностью уничтожить гоблина. Юный Рент хвалит ее магический уровень, но она говорит ему, что в этом нет ничего особенного. После битвы он предлагает ей немного воды и спрашивает, была ли это ее первая битва. Она говорит ему, что это не так, но обычно ее сопровождающие не так опытны. Она понимает, что молодой Рент – это нечто большее, чем просто носильщик рюкзака. Он говорит ей, что другие искатели приключений беспокоились, что у нее недостаточно опыта для ее ранга, поэтому они сказали ему следовать за ней. Она спросила его, откуда он так много знает о травах. Он сказал ей, что кто-то посоветовал ему прочитать обо всем, что он может найти о травах и монстрах, если он захочет. Стань хорошим искателем приключений. Именно тогда они впервые представились друг другу и стали друзьями. Лоррейн просит его научить ее всему, что он знает о травах и о том, как бороться с ними. Она заметила, что он точно знает, как передвигаться по лесу, и попросила его рассказать, в чем заключается этот трюк. Он пообещал научить ее всему и упорно трудился в течение 10 лет с тех пор, как они познакомились, пытаясь достичь самого высокого уровня в приключениях. Лоррейн оставалась рядом с ним, занимаясь исследованиями, которые ей так нравились все это время. Теперь она понимает, почему старейшины беспокоились о ней много лет назад. Она понимает, что не отвечала на свое письмо, потому что не хотела, чтобы какие-то старики читали ей нотации. Она встает со стула, гадая, где она хранила свои непрочитанные письма. Рент встречается с кузнецом и благодарит его за то, что тот сделал ему новый меч. Кузнец обещает сделать для него что-то особенное, и они пожимают друг другу руки. Его жена дарит Ренту временный меч, который он может использовать до того, как будет готов его собственный. Меч может использовать только ману и духовную энергию. Он забирает меч и уходит. Кузнец говорит своей жене, что у Рента возможно какие-то неприятности, и она удивляется, почему он не попросил их о помощи. Муж говорит ей, что он, вероятно, страдает от проклятия и не хочет, чтобы это повлияло на их мастерскую. Он понял, что арендная плата не хотела причинять неприятности другим людям. Он попросил свою жену поделиться информацией, которой поделился с ней арендатор, и она рассказала ему об этом. Он сказал ей, что однажды они могут заставить его рассказать о своем проклятии, поскольку он будет часто посещать их магазин. Рент возвращается домой и готовит ужин для него и Лоррейн. Лоррейн нравится, как он готовит, и он говорит ей, что она может не есть ничего лишнего, если захочет. Она замечает, что он не притронулся к ужину, и он говорит ей, что не голоден. Она воспринимает это как хороший знак. Она говорит ему, что изучала упырей, пока его не было, и она говорит ему, что он отличается от обычного упыря. Именно по этой причине он может развиваться, и она спрашивает его, кем он станет в следующий раз. Он говорит ей, что просто хочет быть настолько человечным, насколько это возможно, поэтому он просто будет стремиться к своей следующей экзистенциальной эволюции. Лоррейн понимает, что ему нужно вернуться в лабиринт, и он говорит ей, что должен уничтожать монстров, чтобы развиваться быстрее. На следующий день искатель приключений сражается в лабиринте со слизистым монстром, но ему не справиться с ним. Он вот-вот будет полностью подавлен монстром, но тот внезапно исчезает. Арендная плата спасает человека, и человек благодарит его. Он говорит арендной плате, что не ожидал, что слизь так нападет, и хотя он получил небольшой порез, с ним все будет в порядке. Арендная плата начинает уходить, так как от искателей приключений ожидают, что они сами о себе позаботятся. Этот человек пытается остановить арендную плату, но арендная плата его не слушает. Арендная плата слышала о людях, которые притворяются, что попали в затруднительное положение, а затем грабят тех, кто им помогает. Этот человек подбегает к арендной плате и просит присоединиться к его компании. Он говорит, что ему нужны деньги, потому что он только что зарегистрировался как искатель приключений и не может даже сразиться со слизняком. Рента говорит ему, что слизняки сильны и всегда доставляют фехтовальщикам немало хлопот. Мужчина говорит Ренте, что он шеф-повар и у него есть ресторан. У него огромный долг, который он должен погасить к следующей неделе. Он говорил каждому встречному искателю приключений, что сделает все, о чем они попросят, лишь бы они позволили ему присоединиться к их компании, но никто не дал ему шанса. Он решил исследовать лабиринт в одиночку, но только сильные люди могут сделать это и выйти сухими из воды. Арендатор говорит ему, что он слишком занят, и мужчина смотрит, как он уходит. Арендатор с
удовольствием позволил бы мужчине присоединиться к нему, но он не видел у него никаких полезных магических предметов. Внезапно у него появилась идея, и он сказал мужчине, что может пойти с ним, если только он не против взять с собой рюкзак. Мужчина внезапно бросился за Рентом, счастливый, что наконец-то присоединился к вечеринке. Рент не знает, хороший это парень или плохой, но он считает, что помочь кому-нибудь не помешает. Этот человек говорит Ренту, что сделает все, что он прикажет. Они продолжают идти по лабиринту и добираются до места, которое, по мнению мужчины, ведет в тупик, но Рент просит его довериться ему. Мужчина удивлен, увидев коридор, который на карте обозначен как тупик. Они идут по коридору и достигают выхода, и мужчина удивлен, что такое место существует в лабиринте. Рента еще больше удивлена, что поблизости нет дракона. Они осматривают вход, и Рента разочарован, он не нашел никаких магических предметов. Мужчина звонит Ренте и говорит, что нашел небольшую щель в стене. Они заглядывают в щель, чтобы найти потайной коридор. Мужчина сказал Ренте, что они могут заработать целое состояние, если расскажут гильдии о потайном ходе. Он сказал Ренте, что расскажет всем, кто нашел его, но Рента сказал ему, что его не интересует слава, и этот человек может взять на себя ответственность за то, что нашел его. Рент входит в коридор и просит мужчину следовать за ним. Они находят пустую комнату, и мужчина входит в нее. Он говорит арендатору, что они могут поискать другой потайной ход или спрятанное сокровище, поскольку никто никогда раньше не заходил в эту секцию. Арендатор говорит ему подождать, но он не слышит Рента из-за его болтовни. Арендатор входит в комнату, и в центре комнаты активируется круг телепортации. Он пытается предупредить мужчину, но тот говорит ему не волноваться, потому что поблизости нет никаких монстров. Рент понимает, что мужчина не может видеть круг, и пытается остановить его, но тот наступает на него и телепортируется прочь. Рент знает, что круг телепортации ведет в комнату, наполненную монстрами или ловушками, и он подумывает о том, чтобы оставить человека на произвол судьбы. Но он не хочет становиться еще большим монстром, чем он уже есть. Он наступает на круг, который телепортирует его в темную комнату. Он видит человека на полу и пытается ему помочь, но слышит топот ног монстра по земле. Из тени появляется гигантский скелет, и Рент понимает, что этот скелет местный босс. У Рента нет другого выбора, кроме как встретиться лицом к лицу с огромным скелетом-нежитью. Он пытается атаковать его духом, но это неэффективно. Скелет пытается нанести ответный удар, но Рент уворачивается. Он решает попробовать атаку маны, но она также неэффективна против скелета. Скелет пытается контратаковать, но Рент уходит с дороги. Теперь Рент в отчаянии, он ищет путь к отступлению, но вход запечатан. Так как он находится в комнате босса, ему придется победить скелета, прежде чем он сможет выбраться. Рент проклинает свое невезение, когда скелет начинает приближаться к нему. Рент помнит кодекс авантюриста никогда не сдаваться, независимо от ситуации. Хотя Рент и не уверен, что его меч справится с этим, он решает использовать свой божественный навык. Он атакует скелета этим навыком и отрубает ему ногу. Скелет теряет равновесие и падает на землю, а Рент использует эту возможность, чтобы пробежать по его позвоночнику и нанести последний удар по черепу скелета. Он занимается ранами своих последователей, и человек просыпается. Он вспоминает, что перед тем, как потерять сознание, там был огромный скелет, и он почти впадает в панику. Рента говорит ему, что он может оказать только первую помощь и не может полностью залечить свои раны. Мужчина оглядывается вокруг и видит останки скелета. Он спрашивает Рента, победил ли он скелета в одиночку, и Рент показывает ему огромный магический кристалл, который выронил скелет. Мужчина понял, что монстру было очень тяжело уронить такой огромный кристалл. Он хвалит Рента за то, что он достаточно искусен, чтобы победить монстра в одиночку. Рент говорит ему, что это была просто удача, и он говорит мужчине, что отдаст ему кристалл, если он захочет. Его последователь не может поверить своим ушам, но Рент говорит ему, что за это придется заплатить определенную цену. Его последователь спрашивает Рента, чего он хочет взамен, потому что чувствует, что не сможет быть полезен Ренту, увидев, какой он сильный искатель приключений. Рента показывает человеку, что он теперь упырь после того, как в прошлом на него напал дракон. Он говорит человеку, что из-за этого он не может заходить в магазины гильдии, поэтому ему нужно, чтобы он сделал это вместо него. Человек соглашается на это, но он чувствует, что сделка слишком хороша, чтобы быть правдой, потому что он получает так много за так мало. Арендная плата решила добавить к этой сделке еще кое-что. Он просит этого человека бесплатно кормить его в его ресторане в любое время, когда он захочет. Эта просьба доводит мужчину до слез, и он говорит Ренте, что может есть столько, сколько захочет, в любое время, когда захочет. Он обещает усердно работать, чтобы не обанкротиться. Он благодарит Ренту за предоставленную возможность, и Рента вручает ему кристалл, говоря, что пора возвращаться домой. Мужчина спрашивает Ренту, как они выберутся из лабиринта, и Рента указывает ему направление. Мужчина говорит Ренте, что ничего не видит, и Рента удивляется, что мужчина не видит комнату. Рента говорит своему последователю, что они могут вернуться на прежнее место, если пойдут в этом направлении, и он
верит Ренте. Он движется в этом направлении и телепортируется обратно. Рента оглядывается назад, чтобы увидеть другую комнату, ведущую в другую комнату, и решает вернуться позже, чтобы исследовать ее. Они возвращаются в город, и ученик Рента ведет его в свой ресторан под названием «Павильон Красного Дракона». Заведения выглядели лучше, чем предполагал Рента. Внезапно жена этого человека выбегает из дома и обнимает его, радуясь, что он жив и здоров. Она замечает его раны и говорит, что ему нужно как можно скорее обратиться к врачу. Он рассказывает Изабель, своей жене, что Рента вылечила его после того, как он был ранен. Изабель раньше не замечала Ренту, и она извиняется за то, что была невнимательна. Ее муж говорит, что Рента спасла ему жизнь, и показывает кристалл, который ему подарила Рента. Изабель говорит ему, что он не может забрать кристалл, задаваясь вопросом, не извлек ли он урок из своего прошлого. Она говорит ему, что они не смогут оплатить свои счета, если их снова обманут. Он заверяет ее, что арендатор слишком добрый человек, чтобы обманывать их. Он рассказывает, как рассказал арендатору об их долге и предложил помощь. Он говорит ей, что арендатор делает это не бесплатно, и он предложит свои услуги арендатору в качестве компенсации. Она спрашивает его, не собирается ли он делать что-нибудь опасное, и он отвечает ей, что это будут всего лишь простые поручения. Он говорит ей, что обещал бесплатное питание в их ресторане, и она задается вопросом, достаточно ли всего этого, чтобы уравнять условия сделки. Он говорит ей, что этого было достаточно, чтобы заключить сделку, и извиняется за то, что беспокоил ее. Мужчина выясняет, что арендная плата еще не знает его имени, и он представляется как Лорис. Они оба благодарят его за помощь, и арендная плата прощается с ними. Он поворачивается и начинает уходить, но Лорис не хочет, чтобы он уходил, не назвав своего имени. Рент оборачивается и просит его пообещать, что он никому не расскажет. Лорис обещает держать это в секрете и называть его только боссом. Рента называет Ларису свое имя, и Лорис говорит ему, что они всегда окажут ему теплый прием в своем ресторане. Рента возвращается домой, и он считает, что было очень жаль, что Лорис не был лжецом и мошенником. У него начинает краснеть перед глазами, когда он думает, что так было бы лучше для него. Он надеялся испробовать что-нибудь зловещее на плохих парнях. Он приезжает к ним в коттедж, и его зрение становится еще более неподвижным. Он задается вопросом, о чем он думает, когда падает на колени и зловещим голосом зовет Лоррейн по имени. Он входит в дом, а его зрение полностью залито красным. Лоррейн спрашивает его, встречался ли он с драконом в лабиринте, и он отвечает, что нет. Она спрашивает его, где он хранил письма из столицы, чтобы она могла ответить тому, кто ей написал. Рент отвечает ей, но она замечает, что его голос звучит по-другому. Она спрашивает его, не случилось ли с ним чего-нибудь, и он говорит ей, что у него хорошее настроение. Лоррейн собирается спросить, не случилось ли с ним чего-нибудь хорошего, но он просто обнимает ее ни с того ни с сего. Она задается вопросом, не пьян ли он, но потом вспоминает, что не мертвый не может напиться. Лоррейн наслаждается моментом, когда Рент внезапно обнажает зубы и вонзает их ей в шею. Она отталкивает его от себя, задаваясь вопросом, находится ли настоящий Рент все еще где-то внутри его тела. Рент удивлен тем, какой вкусный у нее сок, но она зовет его по имени, и он приходит в себя. Она использует свою магию, чтобы сбить его с ног и погрузить в сон. Она говорит ему, что не возражает, если он съест ее, пока он делает это трезвым. Рент просыпается поздно ночью с раскалывающейся головной болью. Он помнит, как был в лабиринте с Лорисом. Лоррейн спрашивает его, не чувствует ли он, что им управляет какое-то существо или какой-то неестественный импульс. Он говорит ей, что его никто не контролирует, и Лоррейн чувствует облегчение. Он извиняется перед Лоррейн, но Лоррейн считает это несчастным случаем. Рент пытается объяснить ей, что дело не только в этом, но она не дает ему говорить. Она спрашивает его, что он помнит до того, как потерял сознание, и он говорит ей, что помнит, как напал на нее. Он говорит ей, что помнит, как встретил мужчину в лабиринте, а потом говорил о вкусном ужине. Именно тогда он потерял контроль над собой и, увидев Лоррейн, решил, что она слишком вкусная, чтобы от нее отказаться. Она сказала ему, что это правильно, когда упырь жаждет человека. Она спросила его, остался ли он невредим после того, как она ударила его своей магией, и он сказал ей, что с ним все в порядке. Она велела ему немного отдохнуть и сказала, что сама тоже немного отдохнет. Она направилась в свою комнату, но он сказал ей, что хочет посмотреть, где он причинил ей боль. Она откинула ткань, чтобы показать след от укуса. Она сказала ему, что у нее закончились целебные зелья, но она приготовит их на следующий день. Рента залечивает рану, и она удивлена, что он может использовать свой божественный навык до такой степени. Он говорит ей, что может залечивать незначительные травмы, и она говорит ему, что ощущение заживления очень приятное. Рента заканчивает лечить ее, и она снимает повязку. Рента все еще видит следы от укусов и решает вылечить ее еще больше. Лоррейн замечает, что он выглядит по-другому. Он снимает одежду, чтобы посмотреть на себя, и она говорит ему, что он может рассказать людям, что шрамы на его теле остались от старых сражений. Он смотрит на свое лицо в зеркале и с удивлением замечает, что его маска тоже изменилась. Видна нижняя половина его лица, и Рент говорит Лоррейн, что эта часть должна оставаться скрытой. В ответ маска скрывает верхнюю часть его лица,
и показывает только верхнюю часть. Лоррейн задается вопросом, реагирует ли маска на его волю, и Рент меняет маску, чтобы показать нижнюю часть его лица. Лоррейн спрашивает его, может ли он снять маску теперь, когда она соответствует его воле. Рент пытается снять ее, но она остается приклеенной. Лоррейн тоже пытается снять маску с его лица, но она не поддается. Ее это смущает, но так как он все еще выглядит как немертвый, она считает, что будет лучше, если маска останется на нем. Маска снова закрывает нижнюю часть его лица, и Рент говорит ей, что он пока оставит ее в таком виде. Лоррейн также замечает, что голос Рента стал намного четче, и он задается вопросом, прошел ли он через экзистенциальную эволюцию. Он не понимает, почему его эволюция была отложена, потому что в последний раз он эволюционировал сразу после того, как победил монстра. Лоррейн задается вопросом, не была ли его эволюция вызвана потреблением ее плоти и крови. Она говорит ему, что идея не такая уж надуманная, потому что теперь он больше похож на раба, чем на упыря. Рабы – это монстры, которые служат вампирам. Они рангом ниже вампиров, и Лоррейн говорит Ренту, что он очень похож на одного из них. Рент задается вопросом, почему он превратился в раба, и Лоррейн говорит ему, что концепция экзистенциальной эволюции до сих пор остается загадкой для ученых. Она говорит ему, что у нее есть гипотеза, и просит его не засыпать, пока она объясняет ему это. Она следит за его эволюцией от скелета до упыря и спрашивает, не было ли это странным изменением. Арендная плата потеряна, и она объясняет, что экзистенциальная эволюция предполагает превращение монстра в более высокое существо. Она задается вопросом, является ли упырь единственной версией скелета более высокого ранга. Рента говорит ей, что есть рыцари-скелеты и солдаты-скелеты, которые являются более высокими версиями скелета. Лоррейн говорит ему, что ходили истории о том, как скелеты превращались в упырей, но никто не знает, было ли это случайно или по какой-то определенной причине. Она говорит ему, что по ее теории он хотел стать определенным монстром и думал в этом направлении во время своей эволюции. Рент понимает, что во время своей последней трансформации он хотел стать кем-то более похожим на человека. Он задается вопросом, почему он превратился в упыря, а не в вампира, который больше похож на человека. Лоррейн говорит ему, что это может быть похоже на ранг в системе гильдии, и он должен соответствовать определенным критериям, чтобы эволюционировать. Лоррейн объясняет, что когда они проводили эксперименты на низших животных, было установлено, что их эволюция определялась окружающей средой. Она говорит ему, что, возможно, причиной эволюции этих существ было не окружение, а сами существа. Она говорит ему, что, возможно, именно этой способностью он и обладает. Он понимает, что если он будет достаточно стараться, то сможет стать вампиром и в конечном счете снова человеком. Она говорит ему, что не уверена, что он сможет снова стать человеком. Она говорит ему, что ему, возможно, потребуется нечто большее, чем просто убивать монстров, чтобы достичь своей следующей экзистенциальной эволюции. Он понимает, что ему нужно выполнить гораздо больше условий, чтобы стать вампиром. Он говорит Лоррейн, что они многого не знают о его эволюции, и она говорит ему, что их обсуждение было всего лишь гипотезой, потому что они даже не уверены во всем, что сказали. Она говорит ему, что лучше всего делать все шаг за шагом, и предлагает помочь ему в его путешествии. Он благодарит ее за то, что она предложила свою помощь. Она говорит ему, что ему пора стать лабораторной крысой, и она велит ему раздеться. Она говорит ему, что сделает с ним все возможное, чтобы узнать о нем все, что ей нужно знать. Рент приходит в ужас от одной мысли обо всем этом, но она говорит ему, что они начнут эксперимент на следующий день. Рент удивлен этим, и Лоррейн говорит ему, что здравый смысл подсказывает ему, что он уже устал. На следующий день Лоррейн все еще спит, а Рент уже на улице размахивает мечом, чтобы проверить, как чувствует себя его тело. Он убежден, что чувствует себя прекрасно, но смотрит на свой меч и видит, что его лезвие зазубрено. Он не может пойти в лабиринт с таким мечом, и он знает, что Клоп расстроится, когда он возьмет его с собой. Он отдает его Клопу, и Клоп говорит ему, что меч неисправим. Рента приносит извинения за то, что наделил меч божественностью. Теперь Клоп понимает, почему меч был так сильно поврежден. Он говорит Ренте, что поблизости не должно быть никаких монстров, для победы над которыми требуется божественность. А Рента говорит ему, что он столкнулся с гигантским скелетом на неизведанной территории. Клоп не может поверить своим ушам, и теперь он понимает, почему у Рента такой странный набор снаряжения. Он спрашивает Рента, может ли он полностью исследовать территорию, и Рент отвечает, что ему еще предстоит это сделать. Он спрашивает Клопа, может ли он закончить свой меч как можно скорее. Клоп уже ожидал его просьбы, и он говорит Ренту, что его меч даже не близок к завершению. Он дает ему замену своему потрепанному мечу, но этот немного лучше. Рент покидает магазин, довольный, что получил замену. Когда Рент идет по улице, он замечает Изабель и Лариса, покупающих продукты для приготовления блюд в их ресторане. Лорис объявляет всем, что павильон «Красный дракон» вновь откроется в этот день. Рент рад это слышать и молча уходит. Лоррейн объясняет Ренту, как алхимия может сделать вещи, которые по своей природе безвредны для людей, смертельными не только для них, но и для более крупных животных.
Рент заинтригован принципом алхимии, и хотя ранее он согласился участвовать в эксперименте Лоррейн, он начинает пересматривать свое мнение, опасаясь за свою жизнь. Лоррейн смешивает яд, который Рент опробует на себе. Он начинает издавать гортанные звуки, и Лоррейн спрашивает, не следует ли ей произнести заклинание противоядия. Он говорит ей, что яд не причинил ему вреда, но вкус у него был ужасный. Она говорит ему, что он, вероятно, единственный, кто выжил и жаловался на вкус яда. Лоррейн теперь может сделать вывод, что Рент невосприимчив к яду, но каким-то образом он все еще может использовать травы и зелья. Она завидует его телу, но ее клонит в сон. Она спрашивает Рента, не нужно ли ему немного поспать теперь, когда он стал рабом. Он говорит ей, что ему и так хватает небольшого количества сна, и Лоррейн завидует его телу еще больше. Она спрашивает его, как у него с аппетитом, и он отвечает, что ему все еще хочется человеческого мяса и сока. Она протягивает ему пузырек, и он спрашивает, не является ли это еще одним видом яда. Она говорит ему открыть его и выяснить это. Рент открывает пузырек и нюхает его содержимое, и он с удивлением чувствует запах человеческого сока. Лоррейн говорит ему, что это ее сок, который она поместила в пузырек и сохранила с помощью магии. Хотя она знает, что Рент против употребления человеческого сока, она говорит ему, что он должен употреблять его регулярно, чтобы не сойти с ума. Рент капает каплю себе на палец и закрывает его. Он удивлен, насколько сладко это на вкус, и Лоррейн спрашивает его, хватит ли ему всего одной капли. Он говорит ей, что этой капли было достаточно, чтобы утолить его жажду, а остальное он будет смаковать постепенно. Рент говорит Лоррейн, что хочет уйти, и советует ей немного поспать. Она спрашивает его, собирается ли он вернуться в лабиринт, и он отвечает, что пойдет туда, но заедет в первую гильдию. Лоррейн интересуется, что он собирается делать в гильдии, и он говорит ей, что идет туда, чтобы принять заявку. Она говорит ему, что если он собирается принять заявку, то должен предъявить свой сертификат участника авантюры, в котором указано его имя. Она говорит ему, что его внешний вид вызовет хаос в гильдии. Рент говорит ей, что хотя он выглядит совсем не так, как раньше, никто не обратит на него особого внимания, так как он всего лишь авантюрист бронзового ранга. Она говорит ему, что его ранг не имеет значения, потому что гильдия слишком высокого мнения о нем из-за того, что он для них сделал. Она уверена, что они обязательно заметят изменения в его внешности. Рент пытается списать это на мелкие неприятности, но она говорит ему, что он слишком низкого мнения о себе. Она говорит ему, что ходят слухи, что гильдия хочет нанять его в качестве штатного сотрудника. Арендатор говорит ей, что слухи не дошли до его ушей. Он недоумевает, почему они хотят выбрать именно его, а не опытного искателя приключений. Она говорит ему, что они, вероятно, не сказали ему об этом, потому что он пока не планировал уходить на пенсию. Рент спрашивает ее, откуда она так много знает об этом, и она говорит ему, что у нее есть несколько знакомых в гильдии. Рент говорит ей, что был бы благодарен гильдии за такое предложение, но у него нет желания уходить на пенсию и становиться штатным сотрудником. Лоррейн знала, что именно таким будет его ответ, и ей было интересно, каким должен быть их следующий шаг. Чтобы повысить свой рейтинг, ему нужно сдать экзамен на повышение ранга, но для этого ему нужно добиться определенных успехов, прежде чем он сможет сдать экзамен. Достижение требует, чтобы он принимал запросы от своего имени, но если гильдия узнает о его текущем состоянии, это будет самым лучшим решением. Конец его полной приключений жизни. Лоррейн приходит в голову идея, и она говорит Ренту сменить личность, и Рент шокирован ее идеей. На следующий день Рент приходит в гильдию в полном костюме и выглядит довольно загадочно. Входя, он привлекает взгляды некоторых искателей приключений. Он оглядывается по сторонам и испытывает ностальгию, вспоминая, как в последний раз вступал в гильдию. Он замечает Шейлу и радуется, что у нее все хорошо. Она замечает его и спрашивает, новичок ли он в гильдии. Он подходит к ней и говорит, что хочет зарегистрироваться в качестве нового искателя приключений. Она протягивает ему бланк для заполнения и говорит, что может заполнить всю остальную информацию, кроме его имени. Он говорит ей, что умеет писать, и она извиняется за то, что считает его неграмотным. Она говорит ему, что ему нужно только заполнить необходимую информацию, а остальные места он может оставить пустыми. Она говорит ему написать, какие у него специальности и какой вид магии, чтобы они могли давать ему больше запросов. Рент помнит, как он впервые заполнил анкету 10 лет назад. Тогда он даже не знал, какая у него специальность, и в итоге написал только свое имя и возраст. Но с тех пор его убеждения не изменились. Он вспоминает вчерашний вечер, когда Лоррейн предложила ему зарегистрироваться под другим именем, а он сказал ей, что двойная регистрация противоречит правилам. Она сказала ему, что у гильдии нет возможности подтвердить, что это тот же самый человек, и даже если они узнают, это не будет иметь большого значения. Она сказала ему, что если он назовет им свое имя, они захотят выяснить, почему он выглядит так по-другому. Она сказала ему, что если он пойдет как странник, который хочет стать искателем приключений, они не будут спрашивать о его подозрительном мировоззрении. Рента согласилась с ней, и она сказала ему, что очень жаль, что он не может передать свои предыдущие достижения. Она сказала ему, что ему придется начать как авантюристу железного ранга. Рент сказал ей, что он не возражает, потому что его цель осталась прежней. Его цель однажды
стать авантюристом мифрилового ранга. Он отправляет анкету Шейле, которая смотрит на его имя и удивляется, что его зовут Рент Виви. Он спрашивает ее, почему она так удивлена, и она говорит ему, что недавно пропал искатель приключений по имени Рент Виви. Он спрашивает ее, не говорит ли она о Рент Фаине, и она отвечает ему, что именно о ней она и говорит. Она спрашивает его, откуда он знает о Рент Фаине, и он говорит ей, что услышал это от Лоррейн. Она спрашивает его, не родственник ли он Лоррейн, и он говорит ей, что они родственники, и он живет у нее. Она говорит ему, что слышала, будто какой-то странный человек регулярно навещает Лоррейн и втайне надеется, что это из-за арендной платы. Она говорит о арендной плате, что он правильно заполнил анкету. Она просит его подождать ее, пока она будет проходить процедуру регистрации. Рент рад, что он рассказал ей о своем родстве с Лоррейн, он не хотел, чтобы слухи испортили ее репутацию. Рент уверен, что он может начать все сначала, так как его имя очень распространено, и нет ничего странного в том, что он видит искателей приключений в необычной одежде. Шейла возвращается и вручает ему его удостоверение личности, сообщая, что теперь он искатель приключений железного ранга. Она говорит ему, чтобы он заботился о себе, и он забирает свое удостоверение личности и уходит. Он идет в лабиринт и слышит визг где-то в лабиринте. Он задается вопросом, не гоблин ли это, а затем слышит голоса каких-то искателей приключений, сражающихся неподалеку. Голос звучит как у молодого человека, и Рент направляется в ту сторону, откуда он доносится. Он видит двух искателей приключений, сражающихся с гоблином. Мужчина – искатель приключений, фехтовальщик, а женщина – целительница. Судя по их внешнему виду, он понял, что они новички. Он видит, что они хорошо работают вместе, поэтому он решает оставить их в покое и уйти. Раньше Рент помогал новичкам в лабиринте, но теперь он больше не может, потому что его нынешний вид напугал бы их. Рент решает вернуться в потайную комнату, пока ее не нашел кто-нибудь другой. Рент знает, что информация о неоткрытых частях лабиринта очень ценна, поэтому он хочет исследовать потайную зону и сообщить об этом гильдии. Это было бы большим достижением, особенно для человека с таким низким рангом. Он подходит к кругу телепортации на другом конце комнаты и телепортируется в другую комнату. Он заходит в комнату и осматривается, чтобы увидеть детские игрушки на полу. Он пытается поднять плюшевого мишку, но тот рассыпается у него в руках. Он проходит дальше в комнату и проходит сквозь занавески. Он видит скелет, лежащий на кровати, но он не похож на нежить. Он удивлен, узнав, что внутри лабиринта кто-то живет. Он пытается поднять цветок, лежащий рядом со скелетом, когда кто-то внезапно заговаривает у него за спиной. Леди спрашивает его, что он делает, и ему не нравится, что у него есть шансы с ней встретиться. Он говорит ей, что обыскивал комнату в поисках чего-то ценного, поскольку он искатель приключений. Она говорит ему, что он искал что-то, что можно украсть, и спрашивает, готов ли он расстаться с жизнью ради этого. Она говорит ему, что есть некоторые вещи, которые она не может простить, и одна из них – беспорядок в ее квартире. Она нападает на Рента, а он пытается использовать свою божественность, чтобы заблокировать это, но атака слишком сильна, и его отбрасывает к стене. Его одежда разлетается в клочья, и он ранен ее атакой, но ему удается подняться на ноги. Леди удивлена тем, как выглядит его тело, и он говорит ей, что это произошло не по его собственной воле. Хотя она и хотела напасть снова, теперь она понимает, как Ренту удалось проникнуть в комнату, и она расслабляется. Она извиняется перед ним за то, что неправильно поняла его и сожгла его одежду. В качестве компенсации она отдает ему свое пальто и говорит, чтобы он держал это место в секрете, потому что оно особенное. Она говорит ему, что никто другой не может войти в комнату, если он не с ними, и она дает ему карту акации, чтобы он не вернулся с пустыми руками. Рента открывает карту, но она пуста. Она говорит ему, что карта волшебным образом фиксирует все места, по которым путешествовал ее владелец. Она говорит ему, что их сделка завершена, и она отправит его обратно ко входу. Она говорит ему, что хотела бы пожелать ему крепкого здоровья, но в его нынешнем состоянии от этого не будет никакой пользы. Зрение Рена затуманивается, и он просыпается у входа в лабиринт. Он возвращается к Лоррейн и все ей объясняет. Она спрашивает его, не находится ли он под каким-то проклятием из-за того, что с ним случилось. Он говорит ей, что это не его вина, что он столкнулся с ними, и она отвечает ему, что именно поэтому она сказала, что он проклят. Она смотрит на карту и говорит ему, что пользоваться ею безопасно. Он спрашивает ее, как ею пользоваться, и она отвечает, что карта не отреагировала на ее магию. Она говорит ему попробовать свою магию, и когда он это делает, карта заполняется. Рент узнает в ней лабиринт лунного отражения, и Лоррейн поражена. Она замечает метку и спрашивает Рента, что это такое, но Рент не знает. Он указывает на нее, и на экране появляются имена, и Рент узнает в них пару новых искателей приключений, которых он видел в лабиринте. Лоррейн догадывается, что на карте указаны имена людей в лабиринте и их местоположение. Лоррейн не может поверить, насколько ценной является эта карта. Она спрашивает Рента, может ли он показать путь к другим лабиринтам, и он пытается показать карту другого лабиринта. Карта меняется, но она не полная, и Рент вспоминает, что леди сказала, что на карте указаны только те места, где он побывал. Рент просит ее взглянуть на мантию, чтобы убедиться, что она не проклята, и она говорит ему, что он бы знал, проклята ли она
она, так как она у него уже есть. Экипирован. Она сказала ему, что мантия хорошего качества, с высокой устойчивостью к магии и хорошей защитой. Она сказала ему, что ее защита превосходит обычную броню, и он сказал ей, что получил много пользы от своей экспедиции. Она сказала ему, что ему следует больше беспокоиться о личности женщины, которая чуть не отправила его на встречу с предками. Он сказал ей, что не знает, кто эта женщина, но она очень могущественна. Он думает, что она была бы сильнее авантюристки золотого класса. Она говорит ему, что ей интересно узнать о комнате, которую он нашел, потому что это означает, что кто-то может создавать жилые помещения в лабиринте. Рент говорит ей, что он посетит лабиринт на следующий день, и она хвалит его за храбрость, несмотря на то, что он чуть не лишился жизни. Он говорит ей, что леди не говорила ему не возвращаться. Она только сказала ему не рассказывать гильдии о комнате. Лоррейн говорит ему, что, похоже, леди хочет, чтобы ее оставили в покое, и он говорит ей, что просто вернется, чтобы поговорить. На следующий день он отправляется в лабиринт и размышляет над словами Лоррейн о том, что он проклят. Он вспоминает тот день, когда встретил дракона и был проклят, и как он не может снять проклятую маску. Он знает, что большинство людей пожалели бы его, но он видит в своей ситуации возможность стать сильнее и получить самый высокий ранг искателя приключений. Он подходит к входу, но входа нет. Он смотрит на карту, но там никого нет, и он понимает, что леди пока не хочет, чтобы он возвращался. Вернувшись в гильдию, Шейла обсуждает что-то с авантюристкой, которая спрашивает ее, нет ли вестей от Ренты. Она говорит ему, что у нее нет никаких новостей, и авантюрист просит ее держать его в курсе событий. Она видит, что многие авантюристы беспокоятся о нем, потому что он вдохновил их. Он также вдохновил ее стать хорошим специалистом по строительству, и она помнит, как впервые встретила его. Внезапно перед ней появляется арендная плата, и она извиняется за то, что задумалась. Он передает ей просьбу и говорит, что хочет ее выполнить. Она видит, что ему нужно сразиться с 3 сильными орками, и она говорит ему, что не может рекомендовать запросы для авантюриста железного ранга. Он говорит ей, что уже побеждал орков раньше, и она удовлетворяет его просьбу. Она говорит ему не делать ничего безрассудного, и он говорит ей, что понимает ее, потому что у него всего одна жизнь. Он говорит ей, что понимает этот факт больше, чем кто-либо другой. Лоррейн все еще размышляет о том, как Рент мог бы сдать экзамен по продвижению по службе с его нынешней внешностью. Она предлагает ему зарегистрироваться в гильдии под другим именем, но Рент протестует, говоря ей, что это противоречит правилам регистрироваться дважды. Она говорит ему, что гильдия не может подтвердить, что он один и тот же человек, и не будет ничего страшного, если в конце концов его обнаружат. Она говорит ему, что если они узнают его истинную личность, то захотят узнать, как он стал нежитью. Но если он зарегистрируется как случайный путешественник, желающий стать искателем приключений, никто не обратит внимания на его подозрительный взгляд. Единственным недостатком является то, что ему придется начинать с самого низкого ранга искателя приключений, поскольку он не сможет передать свои предыдущие достижения. Рент говорит ей, что он не возражает против этого, потому что его цель – однажды стать искателем приключений самого высокого ранга. Рент возвращается в гильдию после выполнения своего первого запроса, и Шейла шокирована тем, как быстро он его выполнил. Он достает свою волшебную сумку и отдает мясо орка. Она хвалит то, как хорошо мясо было нарезано и сохранено, и говорит, что тот, кто просит, будет доволен. Рента замечает, что что-то не так, и спрашивает ее, в чем дело. Она просит его немного подождать. Она уходит, и несколько авантюристов, которые случайно услышали, как Рент сказал, что он убил 3 орков, удивляются, как он смог это сделать, ведь он авантюрист низкого ранга. Рент подслушал их разговор и понял, что выполнил просьбу, которая была выше его ранга. Шейла возвращается со свитком, который она передает Ренту. Она говорит ему, что поговорила с высшим руководством гильдии. Она спрашивает его, не хотел бы он принять участие в экзамене на получение бронзового ранга. Гильдия обычно не разрешает вновь зарегистрированным искателям приключений участвовать в экзамене, но начальство убедилось в способностях Рента. Рент принимает предложение. Позже ночью Лоррейн удивлена, что Рента уже попросили принять участие в экзамене на восхождение на бронзовый ранг, но она думает, что он этого заслуживает, учитывая его навыки. Она спрашивает его, под каким именем он зарегистрировался в гильдии, и он говорит ей, что использовал имя Рент Виви. Лоррейн чуть не поперхнулась чаем и спросила его, почему он выбрал Виви в качестве своей фамилии. Она сказала ему, что должностные лица гильдии знакомы с ее фамилией и могут заподозрить его в чем-то. Он сказал ей, что не хотел, чтобы люди думали, что в ее доме остановился странный человек, поэтому он назвался родственником. Она понимает его точку зрения, но она говорит ему, что ей наплевать на свой имидж в обществе. Все уже думают о ней как о никчемной ученой, которая не смогла пробиться в столицу. Ее больше не волнует, что люди смотрят на нее как-то странно. Рента говорит ей, что она и так уже слишком много ему помогла, и он не хотел причинять ей еще больше неприятностей. Говоря о помощи, она говорит ему, что он выполняет так много работы по дому, что в конечном итоге она может оказаться у него в долгу. Рента говорит ей, что это невозможно, потому что он сохранил чувство человечности только
только благодаря ей. Лоррейн говорит ему, что он может быть ее соседом по комнате целую вечность, не платя за аренду. Она говорит ему, что поскольку они теперь родственники, он не должен быть таким сдержанным рядом с ней. Рента теперь еще больше благодарна ей. На следующий день Рента приходит в гильдию, и представитель гильдии спрашивает его, кто он такой. Рента представляется и говорит мужчине, что он здесь для прохождения экзамена на Вознесение. Мужчина теперь узнает его, и Шейла окликает его, говоря, что не ожидала, что он придет в гильдию в тот день. Она думала, что он будет готовиться к следующему экзамену, так как у него не было времени подготовиться к нему. Рента сказала ей, что до следующего экзамена осталось несколько месяцев, и он не может дождаться. Искатель приключений опаздывает, радуясь, что успел, но Рента знает, что за опоздание с него снимут несколько баллов. Представитель гильдии обращает внимание всех искателей приключений железного ранга. Он сообщает им, что вот-вот начнется экзамен на получение бронзового ранга. На первом экзамене будут проверяться знания авантюриста о правилах гильдии, материалах для монстров и обо всем, что находится между ними. Тем, кто сдаст экзамен на знания, будет разрешено принять участие в практическом экзамене. Практический экзамен всегда меняется с каждым набором искателей приключений. Рент помнит, что его попросили собрать несколько трав, когда он сдавал экзамен в первый раз. Чиновник просит искателей приключений следовать за ним, а Шейла желает Ренту удачи. Искатели приключений сидят в комнате для сдачи письменного экзамена, а Рент осматривается по сторонам. Экзамен сдает больше искателей приключений, чем он ожидал. Он узнает в девушке одну из двух искательниц приключений, на которых наткнулся в лабиринте. Он выясняет, что ее партнер будет участвовать в экзамене. В городе не так уж много простолюдинов, которые умеют писать. Ренту посчастливилось изучить письменность и язык трав, когда он еще жил в своей деревне. Он думал, что эти знания будут жизненно необходимы для осуществления его мечты стать искателем приключений. Именно поэтому такой экзамен был для него проще простого, учитывая тот факт, что он уже сдавал его ранее. После экзамена некоторые искатели приключений недовольны своими результатами. Шейла поздравляет Рента с тем, что он получил высший балл, потому что немногие люди могут достичь этого. Рент говорит ей, что он просто счастлив, что сдал экзамен, и спрашивает ее, каким будет практический экзамен. Она говорит ему, что он соберет группу и выполнит просьбу гильдии. Она ставит его в пару с Рейесом и Лолой, дуэтом искателей приключений, и они объединяются в группу. Рейес говорит ему, что он фехтовальщик, который сражается с помощью духа, чтобы повысить свою выносливость, и он будет в авангарде. Лола говорит ему, что она маг, который также может использовать искусство исцеления, так что она будет поддержкой. Рент говорит им, что он также фехтовальщик, который использует ману и дух, и он рад работать с ними. К искателям приключений приходит представитель гильдии и говорит им, что они будут выполнять просьбу гильдии. Он сообщает им, что находится в лабиринте новолуния, и вручает им карту. Он говорит им, что их цель добраться до указанной на карте точки, и у них есть время до захода солнца, чтобы достичь этого. Один искатель приключений спрашивает, все ли они отправятся в одно и то же место, и он говорит им, что они выполнят один и тот же запрос. Он говорит им, что первый участник, выполнивший задание, будет вознагражден. Они все понимают, что это будет соревнование за то, кто первым выполнит задание. Они прибывают в лабиринт, и остальные искатели приключений врываются внутрь. Леес спрашивает Рента, бывал ли он когда-нибудь в лабиринте, и Рент отвечает, что да. Рейес говорит ему, что он тоже был в лабиринте, а Лола говорит ему, что они не очень далеко продвинулись. Рейес говорит ей, что они пойдут дальше, когда получат бронзовый ранг. Они уже собираются зайти внутрь, но арендная плата останавливает их. Он говорит им, что им нужно купить карту, и Лола спрашивает его, почему они не могут воспользоваться картой гильдии. Рент говорит ей, что карта была напечатана 15 лет назад, и Лола понимает, что карта может быть ненадежной. Рент подходит к киоску и говорит продавцу, что хочет купить карту. Продавец называет ему цену, и они шокированы суммой. Арендатор говорит ему, что ему просто нужна карта первого этажа, и он заключает выгодную сделку. Продавец соглашается с этим и передает арендатору карту. Рейес задается вопросом, будет ли карта продавца точной, и арендатор просит его сравнить ее с картой гильдии. Они сравнивают их и могут заметить некоторые различия. На новой карте также показано расположение ловушек в лабиринте, и они счастливы, что могут пройти лабиринт без опасений. Продавец советует им внимательно следить за арендной платой, если они хотят сдать экзамен. Лола задается вопросом, почему карты так сильно отличаются, и арендная плата говорит ему, что гильдия может намеренно ввести их в заблуждение. Он говорит им, чтобы они никогда не теряли бдительности, потому что экзамен был разработан для проверки их статуса искателей приключений. Рейес не слишком доволен этим, и Рент говорит ему, что гильдия иногда может быть очень неприятной. Они входят в лабиринт, и вскоре их перехватывают какие-то скелеты. Рент говорит им не терять бдительности в отношении скелета, и Рейес прислушивается к его совету. Лола использует свою магию, чтобы улучшить его навыки, и он бросается на скелета. Они легко побеждают их, и Рент впечатлен их способностями, несмотря на их юный возраст. У Рейеса возникли некоторые проблемы с одним скелетом, но Рент приходит ему на помощь. Лола обеспокоена необычным количеством монстров, с которыми им пришлось столкнуться.
Рент думает, что их что-то привлекло, и подходит к сумке, лежащей на земле. Рейс задается вопросом, как можно заманить скелетов, и Рент показывает ему мешочек с благовониями. Рейс нюхает его, удивляясь, почему он оказался в лабиринте. Рента говорит ему, что скоро он это узнает, потому что за углом их ждет засада. Лола говорит ему, что монстры не должны быть такими умными, а Рента говорит ей, что монстры такими не являются. Он говорит ей, что это другие авантюристы пытаются устроить им засаду. Рейс боится сражаться с другими авантюристами. Рент решает выйти первым и говорит им, чтобы они были готовы поддержать его. Рент осторожно подходит к углу и быстро поворачивает за него. Авантюрист пытается напасть на него, но он блокирует его. Рейс и Лола подбегают к нему, и Рента оставляет первого авантюриста Рейесу, так как он в авангарде. Он бросается к другим авантюристам из группы, устроившей засаду. Лучник из группы, устроивший засаду, пытается сбить его стрелой, но он уворачивается от нее. Лучник пытается всадить еще одну стрелу, но Рент сбивает его с ног прежде, чем он успевает это сделать. Маг пытается сразить Рента огненным заклинанием, но Рент пронзает его насквозь, что пугает мага до смерти. Рент ломает свой посох и вырубает его. У Рейеса возникли некоторые проблемы с фехтовальщиком, и Лола приходит ему на помощь. Она бросает яркий свет, чтобы отвлечь фехтовальщика, и Рейес использует эту возможность, чтобы начать атаку. Брент видит, что у них все хорошо, поэтому он решает оставить их в покое. Благодаря слаженной командной работе они уничтожают фехтовальщика и захватывают искателей приключений. Лола недоумевает, зачем другим участникам понадобилось устраивать на них засаду. Рейес говорит ей, что они сделали это, потому что хотели, чтобы они провалились, поскольку экзаменатор сказал всем искателям приключений делать все, что они захотят. Рента говорит им, что монстры не единственное вредное существо в лабиринте. Теперь они понимают, почему искателям приключений никогда не следует терять бдительность. Рейс говорит Ренту, что с этого момента он будет следовать его примеру, а Рент говорит им, что они должны действовать осторожно. После того, как они уходят, из тени выходит еще один искатель приключений, впечатленный тем, что Рент смог предсказать засаду. Он освобождает участников засады и говорит им, что Рент заметил, что они работают на гильдию. Они задаются вопросом, кто он такой, и теневой искатель приключений говорит им, что он напоминает ему кого-то другого. Он думает, что информация его сестры была точной. Шейла заходит в кабинет главы гильдии, и он сурово сообщает ей, что до него дошли слухи о Рент Виве. Она спрашивает его, что он слышал, и он говорит ей, что люди думают, что он может быть преступником. Он говорит ей, что у него нет судимостей, и он появился из ниоткуда, что делает его очень подозрительным. Он просит ее сообщить ему, если она что-нибудь о нем узнает. Рент и его компания подходят к двери, и Лола понимает, что за дверью находится босс лабиринта. Рент спрашивает Рейеса, сражались ли они когда-нибудь с боссом, и он отвечает, что никогда, потому что два авантюриста железного ранга этого не переживут. Внезапно позади них появляется группа, и они удивляются, что не добрались туда первыми. Рента радуется, что прибыло еще больше искателей приключений. Лидер группы высмеивает вечеринку Ренты и просит Лолу присоединиться к их вечеринке, так как она симпатичная, но Рейс говорит им отступить. Они собираются затеять драку, но Рента направляет свой меч на лидера группы. Лидер говорит ему, что он просто пошутил, а Рента говорит ему, что он плохо воспринимает шутки. Лидер говорит Ренте, что они не пытались войти раньше них, но Рента говорит ему, что они могут войти, потому что хотят сделать перерыв. Они извиняются перед Ренте и заходят. Они думают, что Ренте поступил глупо, уступив свое место и позволив им занять первое место. Рейс думает, что они проиграют, потому что пропустят еще одну вечеринку на первое место, но Лола замечает, что у Рента есть план. Рейс думает, что Рента хочет, чтобы они увидели, на что похожа драка с боссом, и Рента говорит ему, что дело не только в этом. Грубияны кричат от боли и выбегают, унося раненого участника. Мюллер узнает некоторых сотрудников гильдии, и Рент говорит им, что они не станут проводниками льда, даже если проиграют битву с боссом. Рейс мотивирует себя войти в комнату босса. Рент рад, что Рейс смог укрепить свою решимость, и они входят в комнату босса. Рейс задается вопросом, не хотел ли Рент просто показать им, как будет проходить бой с боссом. Но Рент говорит ему, что он также хочет, чтобы он знал, что он не потеряет свою жизнь, если проиграет. Рента говорит ему, что он может отказаться от боя, в котором, как он знает, ему не победить, но Рейс знает, что если он откажется от этого боя, то никогда не сможет вернуться. Если это случится, Рейс знает, что он никогда не станет настоящим искателем приключений, и Лола тронута его решимостью. Рента видит, что он принял решение, и они входят в комнату босса. Они оглядывают комнату, высматривая босса, чтобы это не застало их врасплох. Внезапно прямо перед ними из земли поднимается огромная прозрачная слизь с кристаллом в сердцевине. Они все готовятся сразиться с Великим Слизняком, и Рейс уверен, что они не проиграют, как предыдущая группа искателей приключений. Рейс считает, что было бы неплохо написать в их отчете, что они победили босса после того, как проиграли ему первую партию. Но Рента считает, что у них сложилось неверное представление, потому что в запросе им не предлагалось победить босса. Им было бы легче, если бы предыдущая партия победила босса. Но Рента рассматривает это как возможность узнать о трудностях жизни. Рейс бросается на Великого Слизняка, и тот вот-вот нападет на него. Он предвидит,
видит это и отлично уворачивается. Рент говорит ему целиться в сердцевину слизи, но как только Рейс погружает свой меч в слизь, он не может вонзить его дальше. Слизь сбивает его с ног, но он встает и уклоняется от следующей серии атак. Лола собирается помочь ему своей магией, но Рент говорит ей сосредоточиться на сборе маны. Рент уверен, что они смогут справиться с Великим Слизняком с помощью своих способностей, если будут эффективно работать вместе. Перед тем, как они вошли в комнату, Рент сказал Риесу, что физические атаки не работают против Слизняка. Он сказал ему, что им придется использовать против него магические атаки, и он спросил Лолу, может ли она сотворить сильное огненное заклинание. Лола сказала ему, что может, но ей потребуется время, чтобы закончить заклинание. Рент сказал ей, что он справится с атакой Слизняка, пока она будет его использовать, но Рейс сказал ему, что хотел бы сам справиться с этим. Рейс едва справляется со слизью, поэтому Лола просит Рента помочь ему. Слизь вот-вот обрушит на Рейса свои атаки, но Рент вступает в бой и парирует их. Он продолжает рассекать капли, которые слизь бросает в них, и Рейс делает то же самое. Лола наконец-то собрала достаточно маны, чтобы произнести свое заклинание, и она сообщает им об этом. Она бросает свое огненное заклинание в слизь, и она тает. Лола счастлива, что ее заклинание хорошо сработало против нее, и Рент говорит Риесу прикончить слизь, пока она не восстановилась. Рейс прорезает сердцевину слизи, и они рады, что смогли победить босса. Рента достает бутылку и говорит им, что им нужно собрать слизистую жидкость, потому что это может принести им кучу денег. Они начинают наполнять свои бутылки слизью, но некоторые искатели приключений используют эту возможность, чтобы пробежать мимо них и направиться к финишной черте. Рейс собирается догнать их, но Лола говорит ему пропустить их вперед. Рент знал, что Лола заметит ловушку впереди. Внезапно происходит выброс усыпляющего газа, и искатели приключений теряют сознание. Я ожидал ловушки, потому что люди, как правило, теряют бдительность перед тем, как достичь своей цели. Я сказал им, что даже если искатели приключений достигнут цели раньше них, это не будет проблемой. Лола понимает, что цель теста не в том, чтобы закончить его первым. Она напоминает Риесу, что гильдмастер никогда не говорил, что участник, занявший первое место, является тем, кто прошел тест. Он только сказал, что участник, который финиширует первым, получит привилегию. Все неправильно поняли, что участник, занявший первое место, выиграет тест, потому что они заставили их поверить в это. Рейс теперь понимает, что ему не стоило беспокоиться о том, чтобы финишировать первым все это время. Рента говорит ему, что они просто должны пройти тест в установленные сроки, а Рейс говорит ему, что он был бы рад получить информацию намного раньше. Рента говорит ему, что он должен уметь мыслить самостоятельно, как первоклассный искатель приключений. Они добираются до конечного пункта назначения и открывают дверь в комнату. Представитель гильдии приветствует их, сообщая, что они первыми добрались до места назначения. Они не доверяют ему и требуют, чтобы он предъявил им документы, удостоверяющие его личность как представителя гильдии. Он показал им свое официальное письмо, и теперь они ему верят. Он вручил им бронзовые гербы и сказал, что как только они предъявят их администратору, они будут утверждены в качестве авантюристов бронзового ранга. Рейс спрашивает его о привилегиях, которые, по словам гильдмастера, получит первая группа. Чиновник дарит им несколько зелий в качестве подарков за то, что они стали первым, и Рейс с радостью принимает их. Рент просит их сопроводить его в объезд на обратном пути. Они спускаются по лестнице, и Рейс думает, что они доберутся до второго этажа, когда войдут в дверь. Рента говорит ему, что лабиринт – это место, которое не поддается человеческому пониманию, и он собирается убедиться в этом воочию. Они входят в дверь и оказываются в огромном безмятежном саду с пышной растительностью и солнцем над головой. Рейс поражен, и ему интересно, как солнце светит под землей. Лола слышала истории о том, что пейзаж лабиринта меняется с каждым этажом, но она никогда не ожидала, что это будет настолько захватывающе. Рента говорит им, что именно с таким миром им предстоит столкнуться в будущем, и они оба в восторге. Рейс хочет немного исследовать лес, но Рента говорит ему, что они должны вернуться в гильдию, чтобы пройти испытание, и это его расстраивает. Они возвращаются в гильдию, и когда они добираются туда, и Рейс и Лола измотаны из-за ловушек, которые им пришлось преодолеть. Проходите. Теперь они полностью понимают, почему Рент сказал, что гильдия иногда может быть очень неприятной. Они передают гербы Шейле на стойке регистрации, и она подтверждает окончание экзамена на получение бронзового ранга. Рейс спрашивает ее, стали ли они теперь искателями приключений бронзового ранга, но она, кажется, настроена скептически. Представитель гильдии дает ей отчет и говорит, что она может подтвердить их статус искателей приключений бронзового ранга. Рейс спрашивает ее, что происходит, и Рент говорит ему, что чиновник наблюдал за ними все время экзамена, но остальные этого не замечали. Чиновник говорит им, что авантюрная натура становится более очевидной во время экзамена, и они не могут продвигать по службе никого с неподходящей личностью. Лола спрашивает его, как они справились, и Шейла говорит ей, что они хорошо справились и теперь официально являются авантюристами бронзового ранга. Рейс и Лола вне себя от радости, что они прошли испытания. Они рады, что покинули деревню вопреки совету своих родителей, чтобы стать авантюристами. Рент рад, что он снова получил свой бронзовый ранг.
Они покидают гильдию, и он благодарит Рейса и Лолу за их помощь. Рейс говорит ему, что это они должны благодарить его, и обещает, что они не забудут уроки, которые он им преподал. Он говорит Ренту, что впервые чувствует себя настоящим искателем приключений благодаря ему. Лола была бы рада, если бы они остались вместе, но она может сказать, что у Рента другая цель. Она знает, что он научил их разным вещам во время теста, чтобы они могли бороться самостоятельно. Они говорят ему, что он всегда будет их другом, и надеются, что когда-нибудь они снова встретятся. Они садятся в свой экипаж и уезжают из города. Шейла считает, что они хорошие дети, и Рент сказал ей, что хотя он и руководил ими, они также помогли ему осознать некоторые вещи. Шейла говорит Ренту, что хотела бы задать ему вопрос, и Рент понимает, что она разгадала его истинную личность. Он спрашивает ее, накажет ли его гильдия за то, что он сделал, но Шейла говорит ему, что вопросы будет задавать она. Брент говорит ей, что больше не появится в гильдии, если они раскроют его секрет. Он собирается уйти, но Шейла удерживает его и говорит, что просто хочет знать, что случилось с его телом. Они решили уединиться, и хотя Рент хотел убежать, он услышал беспокойство в голосе Шейлы и понял, что должен ей ответить. Они заходят в отдельную комнату, и Рент говорит ей, что у него серьезные неприятности, но он не хочет, чтобы кто-то вмешивался, включая полицию. Гильдия. Она говорит ему, что не сообщила гильдии о нем, и он удивляется, почему она держит это в секрете. Она говорит ему, что не уверена, что он тот самый арендатор, и хочет сама подтвердить его личность. Она говорит ему, что немного рассказала о нем чиновнику, который наблюдал за ними во время экзамена, но он ее брат. Поэтому она заверяет его, что он не выдаст свой секрет. Она просит его рассказать ей, что случилось с его телом. Она знает, что Ренту нелегко будет довериться ей, поэтому она вручает ему магический контракт, который сама заключила. Тот, кто подпишет магический контракт и нарушит свою клятву, понесет наказание с помощью магии. Шейла обещает выйти из гильдии и зарегистрироваться в качестве рабыни в какой-либо стране, если она раскроет его тайну. Рент говорит ей, что она делает слишком много, и спрашивает, почему она так старается ради него. Она отвечает, что просто хочет помочь ему, потому что так далеко зашла только благодаря ему. Она говорит ему, что многие люди в долгу перед ним, хотя он, возможно, и не осознает этого. Рента решает подписать контракт и все объяснить Шейле. После подписания он задается вопросом, как он расскажет ей эту историю, но решает просто показать ей, чтобы сэкономить время. Он снимает капюшон и поправляет маску, открывая глаза. Шейла мельком видит его лицо, и она выглядит испуганной. Рент видит, что его лицо пугает ее, и говорит ей, что, возможно, ей лучше больше не знать о том, что с ним случилось. Она говорит ему, что не хочет оставаться в неведении относительно его ситуации. Она спрашивает его, как это произошло, и он говорит ей, что превратился в нежить. Шейла говорит ему, что это невозможно, и он может понять ее замешательство. Рент советует ей переосмыслить ситуацию и посмотреть, действительно ли она может ему помочь. Он говорит ей, что у него нет намерений причинять кому-либо вред, но он знает, что она не может легко доверять ему в его нынешнем состоянии. Он встает, чтобы выйти из комнаты, но Шейла останавливает его. Она говорит ему, что верит, что он ни на кого не нападет, даже если он нежить, потому что он все тот же добрый человек, каким был всегда. Она говорит ему, что поможет ему, потому что раньше он помогал многим людям, в том числе и ей. Она берет его за руку и заверяет, что поможет ему, если это касается гильдии. Они оба идут в дом Лоррейн, и она удивляется, увидев Шейлу, которая платит арендную плату. Шейла говорит ей, что ей нужно кое-что с ней обсудить, и Шейла удивлена, что она наносит ей визит так поздно. Лоррейн спрашивает Рента, прикасался ли он к Шейле, но Шейла отвечает, что он всего лишь передал ей кое-какую информацию. Лоррейн приглашает ее в дом и извиняется, что у нее дома беспорядок. Арендатор знает, что в доме нет беспорядка, потому что он прибрался перед отъездом. Лоррейн спрашивает Шейлу, что ей известно, и она отвечает, что арендатор сказал ей, что он превратился в монстра, но он не нападает на людей. Лоррейн удивлена, что Шейла все же решила навестить ее, услышав это. Она говорит ей, что она похожа на маленькую девочку, которая идет в дом к ведьме и чудовищу, и она не должна удивляться, если ее сварят и приготовят на ужин. Шейла говорит ей, что она всего лишь ученый, но Лоррейн говорит ей, что она просто использует это звание как прикрытие для совершения своих злодеяний. Она говорит Шейле, что охотится за молодыми девушками по ночам, чтобы сохранить свою кожу гладкой. Шейла отшучивается, но Лоррейн говорит ей, что арендная плата в настоящее время является чудовищной, и улыбка исчезает с лица Шейлы. Арендная плата знает, что если Шейла скажет что-то не то, Лоррейн без колебаний выставит ее вон. Шейла говорит Лоррейн, что она знает, что такое арендная плата, и Лоррейн удовлетворена ее ответом. Она говорит Шейле, что не хотела обидеть ее, и они решают поужинать вместе. После ужина Шейла хвалит кулинарные способности Рента, а он говорит ей, что научился этому в своем родном городе. Шейла платит Ренту за всю работу по дому, которую он выполняет, и он делает глоток из бутылки. Шейла понимает, что Рента низший вампир. Лоррейн спрашивает о магическом контракте, и Рента говорит ей, что контракт подразумевает, что Шейла не раскроет его личность. Шейла говорит, что ее Рента привлекла внимание многих людей. Она рассказала им, что по всему королевству
королевству было много случаев, когда начинающие искатели приключений пропадали без вести. Лоррейн спросила ее, откуда они знают, что это сделал не монстр, и Шейла сказала ей, что они не нашли вещей искателя приключений. Гильдия считает, что это массовое похищение людей, и из-за внезапного появления Рента и его подозрительного взгляда они думают, что он стоит за этим. Шейла говорит им, что Рент слишком хорош, чтобы быть новичком, а другие авантюристы распространяют слухи о нем из зависти. Рент счастлив, он достаточно хорош, чтобы заставить людей ревновать, но Лоррейн говорит ему, что шутить тут ни о чем. Шейла говорит ему, что он попал в щекотливую ситуацию, и он решает отложить исследование лабиринта на некоторое время. Шейла просит его быть более конкретным, и он решает держаться подальше от лабиринтов примерно на 4 дня. Рейс и Лола находятся в гильдии и ищут третьего искателя приключений, который присоединился бы к их группе, чтобы они могли исследовать второй этаж. Гильдмастер видит, что новые искатели приключений полны энтузиазма. Он спрашивает Шейлу о Ренте Виве, который участвовал в экзаменах, и она говорит ему, что у него подходящий характер. Он просит ее рассказать последние новости о Ренте Фейне, потому что они хотели, чтобы он стал сотрудником гильдии, когда выйдет на пенсию. Небольшая суматоха привлекает его внимание, и он просит Шейлу позаботиться об этом. Шейла говорит ему, что новый арендатор тоже замечательный искатель приключений. Лоррейн все еще в постели, но звук, с которым арендатор выходит из дома, будет ее. Она думает, что он отправился в лабиринт, но она помнит, что он не может пойти в лабиринт, пока с него не снимут подозрения в похищении. Она думает, что ему следует отнестись к этому спокойно, но она знает, что это выше его сил. Рент протестировал свой новый меч, и он впечатлен работой Клопе. Клопе сказал ему, что он настроил его по своему вкусу, потому что знает, как он обычно это делает. Рента понимает, что Клопе известно, кто он на самом деле. Клопе советует ему испытать способности меча. Рента решает проверить свои мановые способности, и он легко раскалывает полено. Клоп видит, что он стал намного лучше обращаться с мечом, и его мановая сила стала намного больше. Рент решает попробовать контролировать силу меча с помощью своей духовной способности. Он расщепляет бревно, просто протыкая его насквозь. Он решил проверить свои божественные способности и с легкостью прорубил бревно насквозь. Меч произвел на Рента впечатление, потому что он не сдвинулся с места, даже когда он наполнил его божественностью. Клоп замечает, что из кусков дерева, которые вырезал Рент, вырастают новые побеги. Рент понимает, что это божественная сила. Клоп задается вопросом, как он может использовать божественную силу, потому что для этого человеку нужно получить благословение Бога. Рента говорит ему, что давным-давно он отремонтировал небольшое святилище по своей прихоти. Клоп удивлен, что Рента религиозен, но Рента говорит ему, что он даже не знал этого бога, но думает, что это бог низкого ранга. Клоп решает сохранить кусок дерева, потому что он думает, что в нем будет божественность, если он будет его лелеять. Рент говорит Клопу, что хочет продолжать тренироваться с мечом, и Клоп удивлен, потому что он проверил свои 3 способности. Рент говорит ему, что он хочет попробовать использовать 3 способности одновременно, и Клоп дает ему огромное полено. Клоп спрашивает его, знает ли он об искусстве слияния маны и духа. Рент говорит ему, что до него доходили слухи об этом. Клоп объясняет, что эта техника подразумевает активацию способностей маны и духа для увеличения силы в геометрической прогрессии. Рент понимает, что эту технику могут использовать только мастера. Клоп говорит ему, что если человек не выполнит ее должным образом, его тело взорвется. Клоп считает, что Рента это отпугивает, но Рента решает попробовать, потому что он знает, что выживет, даже если его тело взорвется. Клоп отдает Ренту свой меч, чтобы ему не пришлось использовать свой новый меч в случае, если техника окажется слишком мощной для него. Он говорит Ренту, что его меч не может использовать божественность. Рент берет свой меч и готовится опробовать технику. Он наполняет меч маной и собирает дух в другой руке. Рент пытается объединить обе техники, но у него не получается соединить их вместе. Он решает быстро вырубить дерево, пока не потерял контроль над собой. Клоп видел, что ему было трудно контролировать это, и он подумал, не добавит ли Рента божественности в слияние, потому что, по его мнению, это будет слишком опасно. Рента сказал ему, что он все равно это сделает. Он делает монофузию духа и одновременно активирует свою божественность. Рент осознает, что у него есть сила для осуществления слияния. Он решает сделать это, чтобы осуществить свою мечту и стать авантюристом самого высокого ранга. Он использует все свои силы, чтобы наполнить свой меч 3 техниками, и Клопе задается вопросом, все ли с ним в порядке. Потому что с его точки зрения все выглядело не очень хорошо. Рент продолжает пытаться наполнить меч этой техникой, но Клоп замечает, что меч вот-вот сломается, и предупреждает Рента. Рент решает нанести удар мечом, но после удара меч рассыпается в пыль. Полено превращается в шар, и Клоп удивляется. Рент извиняется за то, что уничтожил свой меч, а Клоп говорит ему, что божественная техника слишком сильна, чтобы использовать ее на любом оружии, потому что она может разрушить ковку оружия. Он говорит Ренту, что выковал свой меч, чтобы справиться с большим количеством божественности, но он не сможет противостоять новой технике, он пытается чему-то научиться. Он говорит ему не использовать ничего, кроме искусства магического слияния. Рент помнит волшебника, который проклял его, и ему интересно, что он будет делать, когда встретит противника, которого невозможно победить,
победить с помощью этой техники. Клоп предлагает ему сделать больше мечей для аренды, но Рент говорит ему, что у него нет денег, чтобы заплатить за это. Клоп говорит Ренту, что он в курсе. Рент идет по переулку, понимая, что ему понадобится хорошее снаряжение, чтобы достичь самого высокого ранга. Он решает начать экономить на них, но слышит ссору где-то в переулке. Мальчик обращается к авантюристу с просьбой, но авантюрист говорит ему, что он не может обратиться с просьбой за пределами гильдии, потому что это может вернуться и укусить его. Мальчик умоляет авантюриста, но авантюрист злится на мужчину за то, что он так много просит. Появляется Рент, и авантюрист задается вопросом, кто он такой. Рент говорит авантюристу, что он позаботится о просьбе мальчика. Они удивлены, но Рент предлагает авантюристу невесту, и он уходит. Мальчик боится остаться наедине с Рентом. Рент говорит ему, что он искатель приключений, и он хочет услышать его просьбу. Мальчик удивлен, но он приказывает Ренту уничтожить хозяина озера. Рент удивлен титулом, данным монстру. Они отправляются в путь в экипаже, и Ренту не нравится ни просьба, ни награда. Мальчик представился Ренту как Рунтус и сказал Ренту, что он родом из деревни под названием Тоц. Рент знает об этой деревне и ее уникальном фестивале. Рунтус сказал Ренту, что у них есть традиция предлагать прекрасных девушек, способных использовать ману, хозяину озера, чтобы оно сохраняло свою силу. Согласно легенде, деревня в безопасности. Он сказал Ренту, что они по-прежнему проводят фестиваль раз в год в честь легенды, но во время фестиваля хозяин озера съел деву. И Лоррейн и Рент были удивлены этим. Рю рассказал им, что хозяин озера стал чаще требовать жертвоприношений, и в качестве жертв использовались деревенские девушки. Нунус просит Ренту помочь ему, потому что его младшая сестра – следующая жертва. Рента понимает, что просьба Рунтуса заключается не в том, чтобы победить хозяина озера, а в том, чтобы спасти его сестру. Он думает, что, возможно, ему не придется сражаться, но все равно чувствует, что что-то не так. Они прибывают в деревню, и арендатор замечает, что там тихо. Джунтус говорит ему, что раньше деревня была более оживленной, но хаос, принесенный хозяином озера, отнял у жителей энергию. Рент оглядывается по сторонам и видит, что люди прячутся в своих домах. Джунтус окликает его, и он подходит и видит дверь с надписью на ней. Он спрашивает Рунтуса о метке, и Рунтус говорит ему, что дом с такой надписью должен предложить свою девушку хозяину озера. Рента спрашивает его, сделал ли хозяин озера эту метку, но Рунтус говорит ему, что хозяин озера живет в озере и никто не видел его. Истинная форма. Он сказал Ренту, что метка была оставлена Келпи. Рент сказал ему, что Келпи действительно сильные монстры, что удивило Рунтуса. А Морис, сестра Рунтуса, открывает дверь, и он знакомит ее с Рентой. Он говорит ей, что арендная плата спасет ее, но она затаскивает его в дом и запирает дверь. Она ругает его за то, что он был обманут подозрительным человеком из города. Рунтас пытается объяснить ей, что Рент хороший человек, но она ему не верит. Она говорит ему, что Рент выглядит очень подозрительно. Рент мог слышать их разговор, потому что теперь он монстр и считает Амарис очень злой. Амарис открывает дверь и благодарит его за то, что он выслушал ее брата. Она говорит ему, что фестиваль – это традиция, которой деревня придерживается уже много веков, и она не может быть эгоисткой сейчас, когда настала ее очередь. Она просит Рента забыть все, что сказал ему Рунтус, и вернуться домой. Рент говорит ей, что только Рунтус имеет право отменить свой запрос. Рунтус рад этому, но Амарис пытается заставить его отменить запрос. Он говорит ей, что никогда бы не отменил его. Амарис говорит Ренту, что он может остановиться в их доме, если хочет остаться в деревне, но предупреждает его, чтобы он не мешал фестивалю. Она говорит ему, что хочет исполнить свою роль жертвы. Позже Рунтус извиняется за упрямство своей сестры. Рент знает, что фестиваль состоится на следующий день, и он говорит Рунтусу, что она не послушается, если ей скажут убегать. Рент задается вопросом, что хочет сделать Рунтус, и Рунтус умоляет его сделать все возможное, чтобы спасти его сестру. На следующий день Рент возвращается с озера и натыкается на странствующих торговцев. Один из торговцев раздает детям подарки бесплатно в обмен на то, что их родители что-нибудь у них купят, потому что дела у них идут неважно. Дети соглашаются и берут подарки бесплатно, но когда они поворачиваются, чтобы уйти, они поднимают глаза и видят арендную плату. Арендная плата хочет попросить их об одолжении, но они убегают, потому что боятся его. Торговец замечает, что раньше не видел арендную плату в деревне. Он спрашивает его, приехал ли он на фестиваль, и арендная плата отвечает ему, что именно для этого он и приехал в деревню. Торговец говорит арендной плате, что он не может приехать в неподходящее время, потому что хозяин озера разгневан. Он говорит арендной плате, что именно поэтому жители деревни не слишком охотно покупают вещи. Мунтус сообщает ему, что обед готов, а арендная плата говорит ему, что скоро присоединится к ним. Он извиняется перед торговцем за то, что помешал его бизнесу, и торговец говорит ему, что ему лучше не посещать фестиваль и покинуть деревню. Он интересуется, часто ли торговцы посещают деревню, и Рунтус говорит ему, что так оно и есть. Позже в тот же день Амарис собираются принести в жертву, и женщина, ухаживающая за ней, говорит ей, что они подумывали о том, чтобы забрать ее и сбежать. Рунтус убедил их, что фестиваль следовало прекратить давным-давно, но Амирис
знает, что это разозлит хозяина. Женщина знает, что Рунтус думал о будущем деревни. Это доводит Амириса до слез. После того, как все уходят, Рент приходит поговорить с ней, но она говорит ему не входить в ее палатку, потому что ей запрещено вступать в контакт с другими людьми без необходимости. Рент решает поговорить с ней снаружи. Он говорит ей, что сделает что-нибудь по этому поводу, и он говорит ей, что хочет, чтобы она дала отпор. Она говорит ему, что не может дать отпор, потому что люди не могут сражаться с монстрами. Рент говорит ей, что он будет сражаться с мастером бок о бок с Рунтусом, и он просит ее не делать ничего, что могло бы его огорчить, потому что он ее единственная семья. Затем он уходит, и она молча благодарит его. Жители деревни приступают к ритуалам, связанным с праздником. Старейшина произносит праздничные обряды, и они приносят Амарии шар в жертву хозяину. Он извиняется перед Аморис, и она говорит ему, что понимает, что это делается ради блага деревни. Она спускается по пирсу, где присоединяется к Рантусу и Ренте. Они все садятся в лодку и плывут по озеру. Озеро внезапно покрывается туманом, и арендатор считает, что это слишком удобно. Рунтус считает, что им следует вернуться назад, потому что видимость очень плохая, но шар начинает светиться. Рент говорит им, что появляется повелитель, и внезапно появляется гигантский кракен. Амарис протягивает шар кракену и умоляет его жалиться над деревней. Рента останавливает ее, потому что это бессмысленно. Он выбивает шар из ее рук в воду и говорит им крепко держаться за лодку. Рент выходит из лодки на озеро, и они удивляются, что он может по нему ходить. Рент достает свой меч, готовый раскрыть личность монстра. Из кракена вылетают огненные шары, но Рент знает, что кракенов можно встретить только в море, и они не стреляют огненными шарами. Он бросается на кракена, но пролетает сквозь него и приземляется на другой стороне, где пришвартована огромная лодка. Рент понимает, что маги на лодке создавали иллюзии и стреляли огненными шарами. Торговец говорит Ренту, что ему лучше было бы покинуть деревню, а Рент говорит ему, что он не ожидал, что хозяин озера будет выглядеть так уродливо. Другие торговцы пытаются напасть на него, но он блокирует их атаки и расправляется с ними. Рюнтус и Амарис гребут сквозь туман, взывая к Ренте, и он отвечает им. Они удивлены, увидев торговое судно. На следующий день Амарис рассказывает старости деревни о том, что произошло. Амарис удивляется, откуда Рент узнал об этом, и он говорит ей, что хозяин местности не должен просто так впадать в буйство. Старейшина интересуется, что случилось с другими девочками, а торговец говорит ему, что они планировали продать их в другом королевстве за высокую цену. Старейшина рад, что они живы. Торговец сообщает им, где находятся девушки, и старейшина приказывает жителям деревни найти их. Мунтус говорит Ренту, что считает его просьбу выполненной, но Аморис, похоже, не в восторге от этого. Рент собирается уходить, и они пытаются убедить его остаться на фестиваль, но он говорит им, что кто-то ждет его дома. Они прощаются с ним, и он принимает их благодарность. Рента садится в его экипаж, и он разочарован, потому что за пропавшими искателями приключений не стояли торговцы, поскольку они похищали только девушек. Он возвращается домой и рассказывает Лоррейн эту историю, и она рада, что девочки в безопасности. Рент благодарен ей за подарок, который позволяет ему ходить по воде. Лоррейн грустит, что ей не удалось встретиться с хозяином озера. Лоррейн говорит ему, что Аморис всегда будет помнить его, но Рент думает, что она забудет, потому что такова жизнь искателя приключений. Рент заходит в гильдию и просматривает заявки на доске объявлений. Награды не слишком привлекательны, но Рент знает, что авантюристы занимаются своей профессией не ради денег. Авантюристы выполняют запросы, чтобы помочь людям, чьи просьбы обычно не принимаются гильдией. Шейла интересует ли Рента какие-либо из этих запросов, но он говорит ей, что сдержит свое обещание не посещать лабиринты в ближайшее время. Шейла хотела помочь ему найти запрос, который он мог бы легко выполнить, и ему интересно, откликнулся ли кто-нибудь на запрос о бронзовой монете. Шейла сказала ему, что задание довольно сложное, и он понял, что задача состоит в сборе цветов драконьей крови. Это растение растет рядом с ядовитым болотом, о происхождении которого существует легенда. Дракон влюбился в человеческую девушку, и его кровь превратилась в алый цветок, за что растение и получило свое название. Ренту не нравится содержание этой истории, но Шейла говорит ему, что ходят слухи, что девушки будут вечно любить того, кто подарит им этот цветок. Рент интересуется, можно ли использовать это растение в качестве лекарства, и Шейла говорит ему, что клиент планирует использовать его для своих целей. Дети из сиротского приюта были теми, кто подал заявку, и они сказали, что им нужно посадить растение, чтобы спасти кого-то важного для них. Рента решает откликнуться на эту просьбу, к удивлению Шейлы. Рента приезжает в приют, и он не ожидал, что это место окажется таким запущенным, как сейчас. Он пытается воспользоваться дверным молотком, но тот отлетает от двери. Он решает попробовать приклеить его обратно к двери, используя какую-нибудь слизистую жидкость. Он подумывает снова воспользоваться молотком, но решает постучать костяшками пальцев. Дверь открывает маленькая девочка, которая принимает его за сборщика долгов. Она говорит ему, что председатель Лилиан в настоящее время отсутствует в приюте. Она говорит Ренту, что ему придется вернуться
вернуться в другой раз, но она не может закончить фразу, потому что поднимает взгляд на лицо Рента. Рент говорит ей, что он авантюрист, который откликнулся на их просьбу от гильдии. Девочка извиняется за свое неверное представление и отправляет его в сиротский приют. Он попадает в сиротский приют, и дети задаются вопросом, кто он такой. Девочка представляет его всем как искателя приключений, и все спешат поприветствовать его. Они задают ему разные вопросы, но девочка напоминает им, чтобы они не приближались к искателям приключений без особой осторожности, потому что они опасны. Они извиняются перед ней за свое поведение. Она сказала Ренту, что не имела в виду его как опасного авантюриста, но он рад, что она с осторожностью относится к авантюристам. Он сказал ей, что на свете есть сомнительные авантюристы, и она права, что остерегается их. Он посоветовал детям не приближаться к авантюристам подозрительного вида, и они приняли его совет близко к сердцу. Он рад, что они такие честные, что показывает, насколько они счастливы быть в приюте. Девочка сказала ему, что Лилиан замечательный человек, который очень хорошо к ним относится. Рент сказал ей, что она не обязана быть вежливой с ним, потому что он не возражает. Девочка задается вопросом, рассердится ли он на нее позже, но он обещает, что этого не произойдет. Он представляется авантюристом бронзового ранга, и девочка удивлена, потому что она думала, что только авантюрист железного ранга примет их просьбу. Рент понимает, что она много знает об авантюристах, и ему интересно, не она ли подала заявку. Она говорит ему, что это она подала заявку, и представляется ему как Элиас. Рента решает поговорить с ней об этой просьбе. Он говорит ей, что это растение не так-то просто достать. Элиас говорит ему, что она знает об этом, потому что это растение редко можно найти в магазинах, и даже если она находит его в магазине, оно обычно очень дорогое. Рент видит, что ей действительно нужно это растение, и он расспрашивает ее о деталях. Она говорит ему, что ей нужно, чтобы он ей подыграл, но он не понимает, чего она хочет. Она ведет его в комнату Лилиан, и Лилиан извиняется за беспорядок в ее комнате. Она говорит ему, что она администратор детского дома и представляется как жрица церкви Восточного неба. Рент представился ей, и она извинилась за скудное вознаграждение за выполнение просьбы. Она благодарит его за то, что он взялся за уборку подвала, так как она не может заставить детей делать это, потому что в подвале появляются монстры. У нее начинается приступ кашля, и Элис говорит ей немного отдохнуть, пока она заполняет арендную плату по остальным деталям. Они выходят из комнаты, и Элис говорит арендной плате, что болезнь Лилиан называется болезнь накопленной злобы. Она говорит ему, что Лилиан пользователь божественности, но из-за того, что она недостаточно сильна, каждый раз, когда она использует свои силы, это наносит вред ее телу. Рент не знал, что такое состояние существует. Элис рассказала ему, что целитель осмотрел Лилиан и сказал ей, что для излечения ей потребуется очищение святым или специальное лекарство. Рента теперь понимает, что для приготовления лекарства им нужен цветок драконьей крови. Рента понимает, что Лилиан не знает о своей болезни, и Элис говорит ему, что если бы она знала, то попросила бы другого священника занять ее место. Рент понимает, что если бы это случилось, Лилиан смирилась бы со своей судьбой и своей болезнью, и он решает помочь Элизе заполучить растение до того, как это произойдет. Элис думала, что никто не примет ее просьбу, поэтому она решила стать авантюристкой и попытаться заполучить растение самой. Рента удивлена этим. Она говорит ему, что хорошо владеет мановыми способностями, но он видит, что у нее нет времени тренироваться. Рент обещает достать цветок, и она благодарит его, но он решает сначала очистить подвал. Он заходит в подвал, и Элиас следует за ним. Он говорит ей, что она не обязана следовать за ним, но она хочет посмотреть, как он уничтожает монстров. Он решает подарить ей кинжал, чтобы она могла защитить себя. Рента говорит ей, что в подвале водятся монстры, и это ее удивляет. Крысы-монстры крупнее, чем обычно. Рента использует свою божественную способность, и предводитель крыс приказывает остальным крысам убегать. Он бросается на Ренту, но Рента отмахивается от него. Он бросается еще раз, но на этот раз кусает Ренту за руку. Рента отрывает его от своей руки и бросает на землю. Крыса внезапно попадает под действие заклинания, и ее цвет меняется. Рент понимает, что крыса теперь находится под его контролем, и он приказывает ей передвигаться, что удивило Элиаса. Рент забирает крысу с собой, и Лоррейн удивляется, увидев крысу, сидящую у него на плече. Он говорит ей, что крыса теперь его союзник, и Лоррейн понимает, что Рент обладает способностью создавать слуг манипуляторов как вампир. Лоррейн раньше не задумывалась о том, чтобы давать свою кровь живым существам, чтобы проверить эту теорию. Рент решил оставить крысу у себя, а Лоррейн решила взять образцы у крысы в качестве платы за аренду. Она решила протестировать ее и провести некоторые наблюдения. Ей интересно, что бы съела крыса, но она тут же прижимается ртом к ее пальцу, и она понимает, что она жаждет ее человеческого сока, как арендная плата. Арендная плата решает назвать крысу Блэк, но Лоррейн решает назвать
назвать ее Эдель, и крыса соглашается с ней. Лоррейн интересуется, может ли арендная плата общаться с ней, но он говорит ей, что может чувствовать только ее эмоции. По ночам арендная плата беспокойна, потому что не может заснуть. Он думал о том, чтобы бродить по лабиринту без остановки, но он знал, что авантюрист, который не отдыхает, вызовет подозрение у полиции. Гильдия. Лоррейн заходит в комнату и предлагает ему немного еды, так как на следующий день ему рано уходить. Рент удивлен готовкой Лоррейн, но она ругает его за то, что он так мало думает о ней. Она предупреждает его, что болото опасно, и Рент удивлен, что она знает, куда он направится. Она спрашивает его, пойдет ли он туда один, и он отвечает, что должен это сделать, потому что яд на него не подействует. Она напоминает ему, что ему понадобится отряд, чтобы победить подвид дракона, обитающий на болоте. Он говорит ей, что не собирается сражаться с ним, и показывает ей святую воду, которую купил в киоске. Лоррейн помнит, что ходят слухи, что святая вода не дает монстру приблизиться к кому-либо, но она говорит ему, что это не гарантия. Рент сказал ей, что он что-нибудь придумает, если это не сработает. Рент решил покопаться в еде и был удивлен, насколько вкусной она оказалась у него во рту. Прошло много времени с тех пор, как он мог наслаждаться вкусом еды, и Лоррейн сказала ему, что добавила в еду капельку своего человеческого сока. Она обещает приготовить для него еще, когда он вернется. Рент берет экипаж и отправляется на болото, а кучер сообщает ему об их прибытии. Рент выходит из экипажа, и кучер говорит ему, что вернется за ним позже в тот же день. Рент заходит в болото и задается вопросом, сможет ли Адель справиться с ядом. Он знает, что сможет использовать свою божественность, чтобы очистить Эдель, если на него подействует яд. Поэтому он решает не беспокоиться об этом. Рента следует по пути, проложенному другими искателями приключений, которые не хотели заходить в болото, так как оно полно яда. Внезапно несколько гоблинов выпускают стрелы и стреляют в Рента, но он блокирует их. Рент знает, что монстры в дикой природе намного сильнее тех, что обитают в лабиринте. Эти дикие монстры, как правило, нападают стаями и разбираются в оружии, но Рент намного сильнее, и он убежден, что сможет справиться с ними. Он бросается на них и уничтожает целую группу одним взмахом меча. Он уничтожает другую группу еще одним взмахом, чтобы победить всех гоблинов. Рент уходит дальше в болото, и он счастлив быть нежитью, потому что он устойчив к яду. Он думает, что не возражал бы прожить в качестве нежити всю оставшуюся жизнь, если сможет смириться со своей новой внешностью. Деревянная дорожка внезапно обрывается, и Рент падает в ядовитое болото. Болотная акула использует эту возможность, чтобы броситься на него, и он отбивается от них, в то время как Эдель наблюдает за происходящим, отдыхая. Рент побеждает акул и с этого момента решает быть настороже. Рент забирает Эделя, разочаровавшись в нем за его беспечность. Шейла благодарит Лоррейн за еду, потому что она была вкусной, и Лоррейн говорит, что ее арендатор сказал то же самое. Шейла удивлена, что арендатор ест обычную пищу, так как он нежить, но Лоррейн говорит ей, что она смешала свой человеческий сок с его едой. Лоррейн была удивлена, что гильдия узнала о том, что произошло в деревне Тода. Шейла сказала ей, что жители деревни были благодарны авантюристу, который помог им, но они отказались сообщить гильдии его имя. Лоррейн понимает, что она пришла напрямую спросить Ренту, был ли он тем, кто помог деревне. Лоррейн говорит ей, что он не раскроет правду, потому что причастность к похищению сделает его еще более подозрительным. Шейла удивлена тем, как много Лоррейн знает об арендной плате, и она говорит ей, что давно знакома с арендной платой. Шейла задается вопросом, почему Рент хочет стать авантюристом самого высокого ранга, но даже Лоррейн не знает его причины. Лоррейн говорит Шейле, что никогда не спрашивала его об этом, потому что авантюристы не любят, когда люди суют нос в их прошлое. Она не хотела вытягивать из него ответ силой. Шейла спрашивает Лоррейн, не беспокоится ли она о монстрах, с которыми он столкнется на болоте. Она говорит Шейле, что не беспокоится, потому что гильдия выдает заявки в соответствии с возможностями искателя приключений. Шейла говорит ей, что она передала заявку на аренду только потому, что знала, что он сможет ее выполнить. Лоррейн говорит ей, что верит в ее здравый смысл и убеждена, что арендатор смог бы найти выход, если бы попал в беду. Арендатора преследуют болотные драконы, и он сожалеет, что купил дешевую святую воду. Он зашел в тупик и решил сразиться с монстром лицом к лицу. Он спрыгнул с дерева, чтобы напасть на монстра, но тот выстрелил ядом. Рента рассекает яд и наносит удар по монстру своим мечом, наполненным маной. Хотя яд на него не действует, Рента не уверен, что сможет победить монстра, используя только свою ману. Он решает использовать технику слияния маны с духом, но она не действует на монстра. Эдель бросается на монстра и использует божественность, и Рент шокирован тем, что Эдель может использовать свои божественные способности. Монстр съедает Эдель, и Рент собирается спасти его, но монстр начинает задыхаться и выплевывает Эдель. Рент ловит Эдель, и он рад, что Эдель подсказали ему, как победить монстра. Он наполняет свой меч божественностью и бросается на монстра. Монстр
Монстр выплевывает в него еще больше ядовитых шариков, но он уворачивается от них всех. Он наносит монстру удар мечом и легко побеждает его. Он понимает, что слабость монстра – это божественность. Поскольку он не может одеть монстра, потому что он такой огромный, он решает спрятать его в свой волшебный мешочек. Рент был уверен, что ему придется сразиться с монстром, потому что ему так не везет, но он благодарен Эдель за то, что она показала ему, как победить монстра. В конце концов он решает вернуться, чтобы добыть редкие материалы на болоте. Он подходит к огромному скоплению цветущих растений драконьей крови и видит, что их сила очищает воздух вокруг них. Он решает взять больше, чем хотел изначально, но сзади к нему подходит мужчина. Этот мужчина удивлен, увидев на болоте